Это ты? Да, это мы. Спасибо, Айгель, вы начальник моей депрессии. Слушайте слишком много хорошей музыки, молодой человек. Зачем это тебе нужно? Ненавижу таких людей. У меня даже есть медалька Единой России. Одна звезда на небе голубом. Нейротатары, вперед! Что-то плохо кричите. Что, не русские, что ли? Да вообще-то нет. Для тех, кто вдруг не понимает, что происходит, небольшое видео. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Сверхзадача. Давайте попробуем провести с вами несколько дней и пообщаться, минимально касаясь клипа и трека «Татарин». Слушай, для нас это вообще не сверхзадача, потому что мы всю свою жизнь живем мимо песни и клипа «Татарин», потому что это совершенно не наше. То есть это наше, но это совершенно не суть того, что мы делаем. Я правильно понимаю, сейчас очень редкое событие. Группа Айгел в полном составе, хотя концерта нет. Да. Для тех, кто не в курсе, вы практически не встречаетесь за пределами концертов, и вы вообще не знали друг друга до того момента, как первый концерт дать. Да. Опиши Айгель несколькими словами. Слушай, ну это как-то пафосно будет очень. Ну, она великий музыкант. Ну, мне вот как-то я больше и не могу ничего об этом сказать. Опиши Илью в паре слов или в паре фраз. Ну, Илья великий, и великий человек. Великий музыкант, великий человек. Это для меня учитель прям дофига в чем. То есть это настолько учитель, который учит своим примером. То есть это фигура, на которую я всегда ориентируюсь, я всегда вижу, как он себя ведет. Учит не словом, а делом, тем, как он себя ведет, тем, как он реагирует. И, ну, прям, ну, он мой друг, очень близкий. Она меня батей иногда называет. Ну, типа, да, батя сказал, надо. Но при этом в ней больше взрослого, вот какого-то материнского чувства, чем во мне. Во мне больше подростка, скорее. Ну, вот. Я удивляюсь просто. Я смотрю на нее и удивляюсь ее, как бы, вот мудрости, чего у меня нету. Вот. Но при этом, как бы, вот в быту приходится говорить: так, ты вот сейчас пойдешь туда и сделаешь что-то. Я написала Илье, потому что я знала елочные игрушки, и мне нужно было сделать музыку к... Что-то типа моноспектакля я придумала. Я написала цикл стихов на очень травматичную для меня тему. То есть я написала, там у меня была история с судом, с тюрьмой, зная, что группа «Елочные игрушки» работает с поэтами, которых я знаю, и группа, которую я люблю. Я нахожу ВКонтактике группа «Елочные игрушки». Ну, я, типа, никогда не была подписана, я слушала так. И там написано в контактах, значит, Зайцев, и барами написано «Царь» внизу. И я такая, ну, раз «Царь», наверное, надо ему писать. Пишу, короче, Илье, говорю: ребята, я так люблю там ваше творчество, все такое, давайте... Ну, я как бы без ожидания того, что он ответит, говорю: давай сделаем музыку вместе. Ну, не музыку, а вот, типа, такую мелодикламацию. И он внезапно отвечает, говорит: давай. Ваша первая встреча случилась, когда вы уже написали музыку, Да. вы написали материалы для того, чтобы можно было организовать концерт, и встретились вот только на самом концерте. Ну, это за пару часов все-таки. За пару часов мы... Ну, мы забили репетицию Да, на Бауманской там за 2 в часа до Москве. концерта мы и друг на друга посмотрели. То есть в сделали день первую концерта. репетицию, потом пошли на И пошли концерт. вместе на площадку, да. Мы с Айгель даже по телефону не разговаривали до первого концерта. Она ненавидит разговаривать по телефону, поэтому только текст. Я даже голоса ее не слышал в трубке. Блин, честно, я пытаюсь представить ваш первый концерт. Ну, то есть вот вы же хотели там, ну, вот прям потрогать друг друга. Это же абсолютно Нет.
Это неизвестные люди, которые уже что-то вместе сделали, и тут они впервые встречаются. Слушай, а мне кажется, все так сейчас делают. Ну, у меня нет ощущения, что все так не делают. То есть мне кажется, что все работают через интернет. Безусловно, но то, что даже голос... То есть, еще раз, я тоже очень текстоцентричный, вот, но даже все-таки как бы у меня бывают созвоны, чтобы как-то вот вербализировать. Зачем? Зачем это тебе нужно? Ненавижу таких людей. Все звонят. А ты объясняла, почему у тебя такая любовь к голосу? Наверное, я просто людей ненавижу. Базово. Ну нет, ну не так, нет. У меня, наверное, страх. Наверное, это какая-то социофобия, какая-то форма социофобии. То есть для меня вот этот момент действительно, я даже, я анализировала, что если бы я жила вот в том старом мире, где надо выйти, сесть в автобус, куда-то доехать, надо вызвать такси по телефону, там, поговорить, доехать, и что я бы не передвигалась вообще. Я начала передвигаться, когда у нас началась эпоха Яндекс.Такси. То есть для меня это просто был прорыв. То есть мне казалось, что действительно такие, как я, мне кажется, их, в принципе, много, наверное, сейчас. Наверное, я не знаю, настолько ли они... Число увеличивается катастрофически. Но что это действительно какая-то доступная среда становится для людей, у которых какой-то панический страх там, звонков, встреч, там еще чего-то, которые вот такие, как очень закрытые люди. Мы в Великобритании, в Милтон Кинс. И это новый выпуск нашего совместного сериала с онлайн-университетом SkyPro, где мы рассказываем про новые и интересные города, построенные с нуля. Милтон Кинс был основан в 1967 году, то есть 50 с лишним лет назад вот здесь никакого города не было. Сделано это было, чтобы разгрузить Лондон. До него отсюда можно добраться меньше, чем за час на поезде. Когда попадаешь сюда, первое, что замечаешь, насколько здесь просторнее и насколько здесь нет ощущения тесноты, которая всегда присутствует в Лондоне. Милтон Кинс называют одним из самых технологичных городов Англии. Здесь, например, было запущено первое в Британии беспилотное авто. А еще сюда переезжают многие технологические компании. И в свежем рейтинге самых привлекательных с точки зрения трудоустройства английских городов Милтон Кинс занял первое место. Зарплата здесь на 17% выше, чем в среднем в Британии. Если вы хотите поменять работу, устроиться в технологическую компанию или работать в IT на удаленке или фрилансе, то первые шаги в этом направлении помогут сделать в SkyPro. IT — огромная сфера, и очень важно сразу понимать, какая специальность подходит именно вам и где у вас больше шансов на реализацию. Именно поэтому в онлайн-университете запустили полезный продукт, который помогает выбрать траекторию в IT. Теперь здесь можно пройти бесплатную получасовую консультацию с карьерным экспертом SkyPro, хорошо знающим IT-рынок. По итогам этой консультации вы сможете определить ваши сильные стороны и понять, как на них можно заработать. Узнать данные из статистики работодателей, какие специальности сейчас нужнее всего. Определить персональный план по старту и развитию в IT с учетом вашего опыта. SkyPro учит IT-профессиям с нуля и гарантирует, что независимо от опыта, через год вы сможете найти свою первую работу в IT и работать дистанционно, если есть такой запрос. Кстати, все обучение тоже проходит дистанционно, с личными консультациями наставников и проверкой домашнего задания. В конце обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Ну а если в первый месяц учебы вы поймете, что ошиблись со специальностью, у вас будет возможность бесплатно поменять профессию и перейти на другое направление. По вот этому промокоду есть возможность выбрать один из двух приятных бонусов. Скидка 20 тысяч рублей или стипендию 40 тысяч на обучение. А до конца года SkyPro дарит подарки за покупку курса. И там тоже есть выбор. 3 часа консультации с наставником или бесплатные занятия по английскому языку. Подробнее о том, как устроены бонусы и как ими можно воспользоваться, можно узнать у менеджера на консультации. Переходим по ссылке в описании или по QR-коду на экране и записываемся на бесплатную консультацию по выбору новой профессии. Вперед! Ты училась на политолога. У тебя была практика в Госдуме. Да, на 3-м, по-моему, курсе у нас была практика в Госдуме. У меня даже есть медалька «Единой России», которую нам всем подарили, всем, кто там проходил практику из нашего потока. И эта медалька лежит в коробке игрушек в детском садике моего ребенка. Я им подарила. Не помню, в какой-то момент
Ну, типа, чтобы играли, короче, что-то. Ну, просто она лежала в игрушках, и в итоге в садике лежит в игрушках. Ну, сейчас уже, может, не лежит, потому что ребенок уже давно у меня вырос, может быть, уже и не лежит. А что вы там делали? Нас распределяли по комитетам, и мы помогали. Ну, на самом деле, это была стрёмная, тупая работа с бумажками, то есть мы ничего такого... Ну, типа, тебе показывали, что такое работать в Госдуме. Сидишь в бумажках, и сидишь. Ну, типа, скорее всего, работа, которую большинство из нас ждала, если бы мы пришли в Госдуму. Ну, потому что, типа, там мы бы, наверное, не участвовали, никто бы из нас не участвовал в том, чтобы менять страну к лучшему, а мы бы, наверное, переставляли бумажки. Ну, что-то типа там отнести, принести, посмотреть, как это все изнутри устроено. Фотографировались с Жириновским, там, когда его встречали. Но я что-то пропустила, у меня нет такой фотографии. Или я там не захотела, не помню. У меня был единственный в жизни момент, когда я подошла к человеку и попросила сфотографироваться. Это вот, то есть я никогда этого не просила, мне это было как-то все неприятно, как-то неловко. Это была Людмила Петрушевская, потому что когда была маленькая, я читала ее сказки, у меня были какие-то разорванные, непонятные какие-то книжки, очень в плохом, непонятно почему в таком состоянии. И у нее были очень мрачные шизовые сказки. И у меня я помню иллюстрацию, там есть сказка у нее, как в колодец мама что-то там ныряла за ребенком, что ли, и там нарисовано такой черный колодец, женщина висит, она как повешенная. Ну, то есть это какая-то очень жуткая. А мне, в принципе, из детства воспоминания какие-то такие немножко сюрреалистично жутковатые. И вот эта книжка, короче, я помню, что мне было очень интересно, но было жутко. А потом я переслушивала в ее исполнении ее сказки, я прям фанатела очень сильно. У нее прям есть какое-то количество сказок, которые мне очень нравились. Я ребенку ставила. И вот я ее встретила на каком-то фестивале, она в своей шляпе такая сидит. И не выдержала, думаю, это сейчас или никогда? Мне нужна фотография с ней. Я к ней подхожу, говорю: можно с вами, пожалуйста, сфотографироваться? Там, а мы причем хедлайнеры на этом фестивале. Она в какой-то там литературной секции что-то там рассказывает. А мы хедлайнеры фестиваля, типа главные, там, приглашенные на этот фестиваль. И я такая, типа, можно, пожалуйста, с вами сфотографировать? Она, естественно, об этом не знает, потому что ей вообще плевать, абсолютно. И нас она не знает, и вообще ей на все плевать. Она сидит там что-то такая, и шляпа ее просто большая, и сама она такая офигенная. И она мне говорит, короче, отказала в какой-то такой офигенно грубой форме, вот так вот, короче. И я такая, вау, я восхищена была, короче, я не обиделась, я не расстроилась. То есть для меня это воспоминание, наверное, дороже, чем фотография с ней совместная, как она классно меня послала в жопу. Я меломан с довольно маленького возраста. Это очень важная часть моей жизни. Пластинки. Это детство такое, где меня не отдавали в детский сад, но мама покупала пластинки. У меня вот эта вот коллекция винила с театральными постановками, она огромная. Маугли, Карлсон, с Высоцким, Алиса в стране чудес, Коап была серия таких пластинок. Там есть советская вот эта вот школа аудиоспектаклей, постановок каких-то, видеомагнитофонов не было, и ты слушаешь сказку на пластинке. И ее можно, в отличие от телевидения, перевернуть заново, послушать. И это каким-то образом продолжалось все время до тех пор, пока не вылилось в один день. Меня друзья посадили, вот тебе синтезатор, драм-машины. Вы слушаете слишком много хорошей музыки, молодой человек, сказали, и давай-ка сам. И буквально за ночь мы с Сашей Зайцевым записали, сочинили какую-то песню, нас отвезли на студию, это было в 97 году. Собственно, так образовалась группа «Елочные игрушки». Ты не занимался музыкой? Нет. Ты не учился играть? Тебе дают инструменты и говорят: пиши. Инструменты, соответственно, это был синтезатор и драм-машина, где музыка программируется. И не надо ни на чем играть. Это собственно, и было моментом, потому что, я понимал, что я не могу стать музыкантом, потому что я не умею петь, сочинять стихи, играть на чем-либо. Вообще ничего не умею. А тут можно программировать. Ты то ли видела Дугина, то ли каким-то образом пересекалась с Дугином, когда была в Госдуме? Это была вообще сумасшедшая история, на самом деле. У меня был приятель. Мне
что-то типа 17-18 лет. Я тусовщица казанская, молодая. И мы знакомимся с чуваком, который в музее Васильева работает охранником, но по совместительству он евразиец, такой идейный, причем он глава евразийской ставки казанской, в которой он и, по-моему, еще один человек, может, и два. И он был очень прикольно, такой своеобразный чувак, он очень любил нуар, мы с ним пили вино, смотрели, значит, эти фильмы черно-белые ночью в пустом музее Васильева. Прикинь, как это было романтично. Там эти все висят его картины, музей Константина Васильева. И вот в какой-то момент он меня зовет в евразийский лагерь на 5 дней, что мы должны, значит, поехать куда-то там в Подмосковье. И там, в этом лагере, я не знала, что мы там будем делать, но мы, короче, поехали. Оказалось, что там нас учили бороться стенка на стенку, что-то там еще делать. Короче, там была работа просвещенческая, которую Дугин вел, он лекции вел. Ну, например, там он рассказывал, как выучить много языков. Типа, нужно всего лишь понять структуру языка, типа грамматику. Я такая, чувак, это же очевидно. Еще там была присяга там в 5 утра в какой-то из дней. И там еще что-то. И там была тусовка, там были все люди с тонкой душевной организацией и тоже маргинализированные. Ну, типа там были люди, у которых там суицидные истории, были сироты, были какие-то, короче, чуваки, просто там бывшие наркоманы. Ну, то есть там прям вот какая-то такая была, что с кем не поговоришь, у него прям тяжелая история. Знаешь, он как будто вот был папа для них какой-то, вот эта фигура. И, как будто он их привлекал, наконец-то давал им смысл жизни, как будто вот такое было ощущение, что вот собрались дети без понимания, что делать и как жить, и без родительских фигур там вокруг, и вот появляется фигура, и он как-то их всех сгреб вот в этот лагерь. Но при этом параллельно туда приезжает целая делегация наших, которые тогда были в союзе с союзом евразийцев, но при этом евразийцев как будто преследовали. Для меня это, понимаешь, что для меня это была история про тусовку, история про какие-то авантюры, и я вообще не врубалась, что там, куда, кто и с кем. Но там приехала целая туса наших из то ли Карачаево-Черкесии, то ли из Кабардино-Балкарии, откуда-то вот с кавказских регионов. И там был, короче... И эти чуваки, им вообще все было пофигу, а нас еще в лагерь засунули в пост, чтобы, видимо, не кормить, и, был пост тогда православный. Мы все держали пост, короче, никто ничего не ел. Ели, кормили нас так скудно, короче, все постились. А эти кавказские чуваки, они хотели есть. И они ходили в соседнюю деревню, там что-то набирали какой-то еды, принося... я влюбилась, влюбились друг в друга с чуваком вот из этих, наших, которому все было по барабану, он такой кавказский красавчик, и он мне постоянно огромные мешки конфет таскал, в деревне, а мы, все на посту, но у меня конфеты всегда есть. И нам с ним было вообще, абсолютно пофигу на всю эту тему. Меня, на присягу меня не разбудили, потому что, я чё, какая присяга, идите нафиг. Такое было приключение. Но при этом мне было интересно, мне было интересно это все слушать, потому что это все очень складно подавалось, потому что все-таки Дугин умеет подавать, он очень интересно рассказывает. Тем более, если у тебя пока не сформировалась точка зрения ни на что, он прям вообще нормально может, он может увлечь. У нас, я помню, что была некоторая уже ирония у нас у всех, кто там, в тусовке был этой богемной казанской, но эта ирония не мешала, кайфовать от этого всего какого-то, ощущения. Вот эта вот борьба стенка на стенку, я там поучаствовала, там надо было потолкаться, там учили орать мегафоном, прикинь, учили, как будто мы моделировали митинг, Митинг, в котором может быть столкновение, наверное, с полицией. Может быть так, я не знаю, зачем нас этому учили, этими локотками что-то там держаться, это такое все было очень забавное. А потом получилось, что мы там какое-то время еще общались с этими чуваками из Евразийского союза. Я когда практику в Госдуме проходила, я жила у них дома, у евразийцев, готовила им щупачмаки и, честно, прогуливала частенько Госдуму. У меня висел этот мой
специально купленный, дорогущий брючный костюм, чтобы я ходила в Госдуму в приличном виде. Он висел в шкафу. А мы там тоже смотрели кинчики, короче, тусовались. И спала я на дугинском диване, потому что моего другу, которого я тогда жила, он был такой человек тоже тонкой душевной организации. В какой-то момент при приступе вселенской грусти он выкинул свой диван как-то там чуть ли не в окно. Дугин? Нет, мой друг. И Дугин ему отдал свой. И у него появился диван, и когда я жила у чуваков, они очень галантно спали на полу на матрасе, меня положили на этот диван, типа я на нем спала, на диване Дугина, короче. Чем пах диван Дугина? Слушай, я не помню, по-моему... Евразийством? Ну, евразийством, конечно, евразийством. Ну, в квартире очень сильно всегда вкусно пахло кальяном, потому что мой друг курил кальян. И я прям, вот эта история, у меня был какой-то момент, что я там лежу в жару, в бреду, короче, я заболела. Я лежу на дугинском диване, а мой друг очень грустно, он был такой грустный, короче, все время. И он, короче, очень грустно курит кальян. И на репите слушают песню Агузаровой «Одна звезда на небе голубом». А колонка над моей башкой, короче, я лежу, и у меня просто она становится частью меня, эта песня. Она очень громкая, и вот это бульканье кальяна, короче, свет синий от экрана. И у меня лихорадка, короче, я типа вся в поту на диване Дугина. И эту песню я обожаю с тех пор. То есть она настолько стала частью какого-то моего вот этого... Ну, момента тоже становления, типа какой-то такой поинт. Короче, эта песня звучит, я такая сразу, типа, впадаю в это состояние очень, ну, такое тоже психоделичное, странное. За свою музыкальную карьеру ты участвовал в «Елочных игрушках», в Two H Company и самое большое простое число. Да. Правильно ли я понимаю, что Айгел твой самый успешный проект? Ну, если по количеству просмотров, наверное, да. Ну, просто я бы не сказал, что елочные игрушки как-то... Это по-другому просто все. Ну, то есть, когда ты едешь в тур по Англии, там вот от севера до юга, все это впитываешь, не то чтобы, ну, это как-то менее значимо. У «Елочных игрушек» то ли случился, то ли почти случился контакт с группой Radiohead. Они нам написали, попросили ремикс. Radiohead. Менеджмент. Джулия Колланд, я даже запомнил, как ее зовут. Они на обложке весь свой менеджмент указывают. Сказали, что вот ребята просят вас сделать ремикс на песню для выходящего сборника ремиксов, который идет после альбома «Hail to the Thief» 2003, по-моему, это года. Выбирайте песню. Мы выбрали песню, нам прислали по каналку. Ну, там, что попросили, голос, бас, клавиши. Мы в итоге использовали только голос. Вот, но ремикс, релиз не случился, и поэтому история на этом заканчивается. Так, ну вы сделали это? Мы сделали это, да, ремикс очень классный получился, но издать его не представляется возможным, и поэтому, ну, как бы забыли. Но просто подготовка вот к тому, чтобы сделать этот ремикс, на меня очень большое влияние оказала. Ну, то есть мне было очень интересно разобраться глубоко в творчестве этой группы. Я не был фанатом Radiohead. Но когда я начал про них читать, узнавать и как бы, ну, и столкнулся, вот прям внутрь погрузился, потому что, ну, ты когда работаешь с материалом, ну, ты как бы вовлеченность должна быть. И я был поражен их талантом. Ну, мне не нравилось настроение, которое они создают, такое уныло-депрессивное. И, ну, соответственно, вот этот вот вокал, что он все время, ну, то есть это вот как бы такое, оно не ап-филинг, а скорее, ну, хмурое, понурое. Ну, то есть поэтому мне было не дико интересно погружаться, вот. Но насколько у них музыкально построены композиции гармонически, это как бы классика вообще современной музыки. То есть когда их играют, ну, их
Каверы на них очень любят играть какие-то оркестры, которые типа делают модное. Ну, и очень не зря, потому что это... Мелодично? Она отлично перекладывается. Ну, нет, мелодично — это modern talking мелодично можно назвать. А как бы нет. А это просто, это красивая музыка. Она хорошая, она не примитивная, она прям очень крутая. Как они готовились к альбомам, что там, ну... Окей, компьютер, он там посвящен какой-то идее, что она разрабатывается там в нескольких песнях, что они изобрели вот этот вот звук, которого не было до этого. Они его постоянно модернизировали при этом. Потом в 2000 году они начали использовать электронику так, как до сих пор мало какие роковые группы могут использовать. Короче, они очень много для развития всей этой музыки сделали, и при этом, будучи супергруппой как бы стадионной. Да. Они все это воспроизводят потом вживую, так же, как у них звучит это на альбомах. Ну вот я когда вот это вот осознал и думаю, окей, раз они обратили на нас внимание, значит, наверное, что-то иногда у нас получается. Блин, ну просто это же прям... Это Том Йорк, это один из богов современной музыки. Так и ремикс хороший. Ну, я ученикам его посылаю, говорю, что вот, типа, вот как можно. Да? Ну да, когда спрашивают, я рассказываю эту историю, потому что я не могу не рассказывать, потому что это важно прям для меня, как для композитора, что, ну, как бы, ты же не знаешь, у тебя получается или нет. Ну, то есть ты можешь только по реакции чьей-то. Вот эта реакция мне важна была. Я собираюсь минимально говорить про трек «Татарин» и про ту историю, которую группа «Айгел» стала известна. Но из уважения к тем, кто, может быть, не знает, коротко, просто по пунктам. Поправь, где я не прав. Ты занималась музыкой и писала стихи. У тебя был парень. Он подрался с твоим бывшим мужем. Парня посадили на 3 года, хотя бывший муж, когда понял, что, в общем, как бы дело светит тюрьмы, был готов отозвать заяву, но поскольку это публично произошло, это там квалифицировалось как покушение на убийство, отозвать нельзя. Пока он сидел, ты писала стихи на эту тему, познакомилась с Ильей Барами, музыкантом. Вы выпустили альбом, посвященный этому. Одна из песен с этого альбома, «Татарин», стала суперхитом. Все верно. Ну, произошло публично, меня немножко... То есть это не произошло публично, это называется статья публичного обвинения. Да-да-да, я это имею в виду. Не в То смысле, есть обвиняет прокурор. Если ты по особо тяжкой статье пишешь заявление, обвиняет прокурор, а не ты. И ты поэтому не можешь заявление отозвать, потому что это слишком серьезная статья для того, чтобы кто-то мог отозвать свое заявление. Вот. Ну, типа она классифицируется как тяжкая статья. Я это имел в виду. У нас шла активная работа по вытаскиванию его из тюрьмы, потому что статья была не та, по которой он должен был сидеть. Вот это было для нас самое страшное. То есть он мог и не сидеть, потому что статья была на самом деле... нам нужно было с ней идти в мировой суд. А ее... то есть ему дали обвинение очень тяжелое, по тяжелой очень статье, хотя на самом деле там не было... как это называется? Там, они разошлись, на ногах после этой драки, но он сел по очень тяжелой статье. Это покушение на убийство называется статья. Через 2 недели он придет, тапочки у двери, платьишко примерю, мамочки не верю, мама 2 недели. У тебя есть трек «2 недели»? Это про то, что те 2 недели, которые предшествовали его освобождению. Как ты их провела? Ну, так. Песню сочиняла. Как ехала, ты помнишь? Встречать? Я не ехала, он сделал мне сюрприз. Он сказал, что приедет через 2 недели. И приехал раньше, позвонил в дверь. Это было вообще такое... Просто... Но это счастье, это такое... Ну, то есть просто было столько боли, какой-то, знаешь, и боли, и вот этого ужасного... Ну, то есть у меня обостренное чувство справедливости. Мне надо, чтобы все было по-честному. По-честному, что все было. И там было какое-то критическое для меня количество не по-честному, и оно меня очень сильно подорвало мое
сейчас плакать начну, ну, какую-то веру, ну, короче, такая радость, как будто уже была ну, невозможная, и тут она, короче, случилась. Какая-то очень большая радость, которая была не... Я была не готова даже так радоваться. И было это очень круто. Это очень классно. Классное чувство. Чувство ожидания, счастья. Такое уже сконцентрированное. Он вышел, вы прожили вместе чуть больше года. Ну да. И разошлись. Почему разошлись? Слушай, мне кажется, что это... Ну, это тоже какое-то... Приходит осознание потом. Ну, то есть ты потом, когда анализируешь, понимаешь, почему. Я тоже спрашивала себя, почему. Как будто ты ждешь вот этого счастья очень долго, и не берешь в расчет, что вот это все, что было пережито, что оно тебя, и твоего человека так может переломать, что ты к этому счастью просто становишься... Ты не можешь его испытывать. Ну, то есть ты не можешь его испытать. Оно к тебе приходит, все вроде классно, а ты просто сломан. Ну, и мне кажется, что когда вот такие вот тяжелые возникают истории совместные, там типа два пути, да, человек либо, укрепляются отношения очень сильно на почве какой-то травмы совместно прожитой, либо хочется все забыть и начать сначала, но чтобы все забыть, надо, расстаться, короче. Ну, потому что человек, который рядом, он всегда знает, он знает, что было, короче. Он не дает тебе забыть просто. Ну, мне какие-то вот такие мысли, я не знаю. Ну, и мы как будто бы... То есть, я не понимаю, как-то так получилось. Мы разошлись просто. А как часто с тобой на связь выходили другие девчонки, которые ждали пацанов из тюрьмы? Часто. Выходили и приходили на концерты, передавали там какие-то передачки, какие-то там открыточки, книжки, подарочки, там сигареты очень много передавали. Ну, не только девочки, и парни заходили, сигареты передавали. Тебе? Чтобы на зону отправить. Он просто не курит, но это же валюта там. Что да, они нужны всегда. И был момент, когда мы приехали, а я была очень... Но мне было очень тяжело играть концерты. То есть меня Илья вытащил, и я в каком-то таком состоянии нахожусь, когда меня вот несет этот поток, и я не могу рефлексировать, я не могу его остановить, я как будто не могу понять даже, хочу ли я вот этого всего, что происходит. Оно как будто происходит, оно меня как-то отвлекало очень сильно, оно мне помогало, то, что вот мы что-то постоянно куда-то едем, вот мы куда-то играем концерт. При этом я очень плохо понимала, что такое живой концерт, у нас там были проблемы, очень много было проблем, связанных там со звуком, с моим ощущением себя на сцене. И вот мы едем, то есть это очередной какой-то из первых тяжелых концертов, и я еще пока не понимаю все равно, нафига это все нужно, потому что еще у меня очень долго был вот этот комплекс, что мне не нужны стихи, мне чужие стихи вообще не нужны, я не потребитель. И мне кажется, что другим тоже не нужны. Твои? Да. Я не понимаю, зачем вы это все слушаете. Вот я, например, пишу, я других не слушаю. А вам почему нужно? Что это все такое? Зачем это все надо? И девочка нас везет, которая нас встречать, вызвалась нашим раннером на этом концерте. Она мне рассказала историю про то, что она благодаря нашему первому альбому помирилась с братом, который сидел, и у них были очень сложные отношения на почве этого. Вот на почве... как будто я, сняв вот эту вот стигму с этой темы, как будто дала право ему иметь такую судьбу, а ей его все равно любить, что ли. Они помирились, и она мне говорила, она едет, мы едем в каком-то микроавтобусе, она говорит, спасибо тебе, ты мне, мы помирились с моим братом, с которым там долго очень, сколько-то лет не общались, из-за того, что вот он сел, там что-то, и вот я его, там как-то приняла, там какое-то вот такое было. И все эти рассказы, они, конечно, очень... они оправдывают вот это все. То есть ты не понимаешь, зачем это все время. И когда тебе говорят, зачем, они такие, а мне вот нужно было вот за этим, а мне вот за этим. И они давали такой фидбэк, и фидбэка было очень много. У вас есть клип «Мир спасет красота», который сделан нейросетью, искусственным интеллектом. И там замечательный комментарий есть «Нейротатары! Вперед!» Твоя жизнь изжита, твоя кровь излита, я обжора и неважно, сегодня сыта, ни Христа, ни черта, ни плачь.
плачь, сирота. Мир спасет красота, мир спасет красота. Вы думаете про то, как искусственный интеллект может на нас повлиять? И на вас, и на вашу профессию? Наверное, Илья думает, да? Я Думает, не думаю, думает. я не верю. Ну, в смысле, я не верю, что меня это коснется. Что на моем веку, потому что у меня была, короче, коллаборация, меня попросили придумать песню для фильма. Дали мне ТЗ, я это ТЗ загрузила в нейросеть, и он выдал, она выдала, такой шлак, что я поняла, что никогда, пока я жива, она не научится. Она научится, когда я уже умру. Когда я уже умру, уже не я буду об этом думать. А во всем остальном я просто не разбираюсь. Я понимаю, что дизайнеры очень переживают там сейчас. То есть была дискуссия, у меня друзья-дизайнеры, сидят, переживают, потому что они понимают, что 2 секунды, 2 кнопки, она все сделала, а ты зачем нужен? Типа какие-то вот такие вот вещи. А ты не думал, что он выдал шлак из-за того, что ты просто промпт не смогла правильно прописать? Я сидела с чуваком, который умеет. Который умеет на Там нейросети. просто искры Божией нет. То есть это понимаешь, я думаю, что нейросеть, она помогает тем, у кого есть вот эта искра Божия, быстро добиться результата и получить офигенный результат. Она помогает профессионалам на потоке, которые быстро должны нафигачить результат без искры Божией, потому что для потока достаточно приемлемого какого-то результата. А вот так, чтобы сделать что-то по-настоящему ценное, мне кажется, что там вот этот момент волшебства, его невозможно, невозможно его запрограммировать. Это мое наивное, наверное, Не, абсолютно видение. точно. С научной точки зрения именно так тоже выглядит. Работа композитора Работа композитора. и нейросеть. Тебе стрёмно? Нет. В принципе, искусство — это общение, это передача от одного человека эмоций другому человеку. От человека к человеку. Если туда между поставить нейросеть, не изменится. Она может помогать, она может мешать, она может как-то взаимодействовать. Информация передается вот так вот. А будет ли в нем как личность уже, с которой можно будет разговаривать, об этом пока рано думать. А это еще, знаешь, это же еще и неинтересно. То есть ты смотришь очень красивую картинку, сгенерированную нейросетью, Ты сразу будешь ее понимаешь, разглядывать, я ее нейросеть. проматываю. Потому что для меня там нету, вот как вот Илья сказал, там Человек. нету информации от человека, который заложил эту информацию и хочет мне что-то сказать, понимаешь? То есть когда это просто тупо... Там даже слово «информация» не очень точно передает, это потому просто что мусор, это вот который именно тебе не нужен. Он тебе просто не нужен. И ты его пролистываешь. И поэтому сейчас вот эти клипы нейросетевые появились, там какая-то волна прошла, и все уже плюются, потому что всех бесит. Понятно, что сейчас вот это вот, она еще там научится, еще немножко по-другому, еще вот будет развиваться. Этот момент обмана, мне кажется, он очень сильно раздражает людей, и люди не будут воспринимать искусство от машины никогда. Даже если оно будет очень красиво, они просто будут понимать, что там души нет. Друзья, если вы смотрите это видео в 2025, 2026 или 2028 году, и нейросети уже просто везде, половина людей на планете безработные, или все контент-мейкеры безработные, просто напишите в комментариях, как вот выглядит то, что ребята говорят сейчас в вашем времени. Интересно. Конечно, да, интересно. То есть я не исключаю, что очень наивная в этом. Ты «искра Божья» употребила фразу. Да, Считаешь ли, что она у тебя есть? да. Прикольно звучит. Я тебе больше скажу, она и у тебя есть. Она у всех есть? Нет. Нет, как сказать, она может быть у всех, но, может быть, человек развивает не то место, в котором она у него есть, например. Сначала текст, потом бит? Или сначала бит, потом текст? По-разному. Там нет правила определенного. То есть Айгель может... у нас лежит папка, в которой какие-то куски музыки ритмические, мелодические, материал, который, когда есть какая-то идея у нее, она перебирает просто и на что-то напевает какую-то мелодию. Если потом стих цепляется, присылает мне. То есть, соответственно, если она присылает мне, это уже, считай, песня началась. А дальше уже пинг-понгом. Да.
В таком случае не обязательно жить в одном городе, действительно. Ну да. Ну вот смотри, та же песня «Невеста». Мне очень понравился, как собрано пространство у Джеймса Блейка, в принципе. Есть такой английский музыкант, и вот у него все время очень медленное такое дыхание. Пространство в разных треках, а не в одном. Ну, в его, да, в альбомах. Да, да. Оно у него как бы Его очень звук, его цельное. стилек. Да. И я очень хотел, вот, чтобы было вот как у него, чтобы вот в это обрамление он у него всегда холодный, мрачный, синтезаторный призвук, и в нем очень красивый вокал. Он очень хорошо поет, если ты не понимаешь, ну, то есть как бы зачекай. Вот. И очень много обертонов, он использует очень много электронной обработки, cut and paste голоса, нарезка и мелкая редакция разных слоев голоса. Он распадается у него там, по каналам расщепляется. Это очень классное пространство, синтетическое. Оно как цветок все время расцветает и дышит. И вот я думаю, что вот ее голос, короче, хочу такое. Вот. Я послушал, как он это делает. То есть, ну, вот взял вайб, то есть вот этот медленный, холодный, синтетический звук, толкающий тебя. Вот. И пространство, которое создается реверберацией на перкуссии, на ударных инструментах. Вот это у тебя такой вот каркас, в котором, я думаю, очень классно будет лежать голос Айгель. И я сделал вот такой вот бит и послал ей, и она вот эту песню сочинила именно на, как бы, именно вот на этот кусок. Вот есть альбом Билли Айлиш. И там Финиас рассказывает вот как бы вот именно вот эти вот вещи, какие он песни брал в основу вот этого альбома. Ну, то есть вот он хотел вот это вот передать состояние, которое он услышал вот в этой песне. Это работает везде и всегда, все этим пользуются. Ты как бы, это не переписывание чужой песни, это не... Ну, это как бы, про самое прямое слово — это вдохновение. Да, вдохновение. Они берут что-то и черпают там какие-то элементы, пространство, звучание, сочетание объемов, пространств. Ну, как бы это всегда такая вещь, что ты понимаешь, что вот это я слышал у Cocteau Twins, не знаю, как группа кино похожа на группу The Cure, и там пол ленинградского клуба похожа на группу The Cure. Но у Цоя получилось лучше, чем у Роберта Смита. Ну, как бы это можно и так сказать. Но да, там есть, всегда есть прям, где очень сильно похоже. Но, ну, ты понимаешь, откуда все это? Сейчас половина групп похожа на Joy Division, которые играют. Ну, то есть для меня это, ну, полностью сыгранная Joy Division, ну, не знаю, «Молчат дома», «Моторама». Ну, инди-групп ты имеешь в виду? Да. Как бы они просто воплощают вот эту формулу, которую первую сделали. Ну, или панк-рок, он весь на Sex Pistols похож. Ну, то есть для меня, например. Ну, я могу так утрировать. Друг То на есть друга. они изобрели вот этот ход, вот это сочетание, вот это вот, ну, вот как бы ты им потом пользуешься. Техно ты не изобретешь второй раз. Мне важно это было донести, потому что я это очень часто проговариваю ученикам. Ну, что не бывает вот этот вот сферический конь в вакууме. Ну, то есть его не бывает вот как бы вот этой вот умозрительной идеи. Ты всегда откуда-то что-то черпаешь. То есть вот точно так же Тарантино рассказывает про то, какие он цитаты использует в своих фильмах. У него в принципе все из цитат собрано. То есть ты как бы он когда рассказывает, это очень интересно наблюдать. Кто-то не использует цитаты, кто-то использует состояние, но он как бы, ну, там, Линч какой-нибудь. У него тоже есть то, где он увидел вот эти вот приемы, которые он решил воплотить. Ну, вот это вот для меня преемственность искусства, оно вот как бы движется
вместе. То есть ты как бы слышишь все, что вокруг тебя происходит, ты это аккумулируешь и трансформируешь через себя. Ты такой четкий, ты такой четкий, ты такой четкий, ты такой четкий, черт. К Илье я раньше присылала готовый текст уже совсем. Ну, в смысле, присылала голос уже напетый, с чистым, без сомнений. То есть сомнений нет, готово. Типа вот так. Сейчас, после начала войны, очень сильно все это поменялось. Ну, то есть это вообще отдельный разговор. То есть у меня прям очень большие проблемы с как раз вот с этим взаимодействием с талантом, с способностями. И, по-моему, это вот несколько уже было моментов, когда я шлю Илье текст и советуюсь. Это вообще было, ну, никогда такого не было. Ох. Я советуюсь, я говорю, слушай, я не чувствую, помоги, пожалуйста, короче. Ну да, как я не думаешь?» понимаю, по-моему, какая-то херня. Да, и я не чувствую. Прочитай, Я потеряла посмотри. критику. Ну, там я вообще очень много чего потеряла. То есть я чувствую... Внутреннюю критику? Да. Ну, я вот это вот то самоуверенное, что у меня всегда было по поводу текста, то есть я абсолютно неуязвима в отношении текста. То есть, кто бы мне что ни сказал, я абсолютно уверена, что то, что я написала, абсолютная правда, как бы почерпнутая там откуда-то, короче. Типа ничего не наврала. Может быть, чуть-чуть подкривила, но это тоже поправка на то, что я все-таки человек. А здесь я это потеряла, ну, я очень много потеряла. То есть я вообще ни одного текста не написала с начала войны, кроме одну мы песню написали. Я не могу ее... Газ. Да, то есть я не могу ее оценить. Я не могу ее оценить с точки зрения литературной, с точки зрения музыкальной. И Она там еще строчки выкинула, Я которые я выкидывала хотел строчки, да. оставить, потому что, ну, как бы они очень цепляющие. Она говорит, нет. Вот, я развалила нет, под конец эту не песню, будем. как-то ее... Ну, короче, я почувствовала, что есть, оказывается, потрясения, которые могут из тебя эту искру выбить. Не в том смысле, что выбить, что она выбьется и заискрит. Загасить. Да, а что ты можешь ее потерять. Думали о том, может ли это быть так, что она загашена навсегда? Да. Ну, я сейчас пребываю в состоянии, когда, ну, это как бы после, да, уже травка начала на этой пустыне пробиваться, да, вот это вот, ну, типа вот это была черная, просто черная какая-то чернота, да, ну, то есть у меня было полное ощущение, что мне вот эта вот ракета, там, про которую я бесконечно читаю, что вот она в талант летела, и ты такие, знаешь, ошметки слов поднимаешь, обугленные, и ты не понимаешь, что это слово значит, ты не умеешь их соединять, ты вообще не понимаешь, что у тебя все вот так вот внутри, вот это вот какое-то мерзко, липко, зола, чернота, какие-то вот это вот все, вот так вот ты себя чувствуешь внутри. Сейчас немножко поросло как будто вот, ну, вот этим вот каким-то слоем времени, потому что все-таки невозможно столько читать новости, столько переживать, ты уже как-то немножко начинаешь самосохраняться. Но ощущение, что я никогда больше не смогу, как мне подружка сказала, ты из живота что-нибудь написала еще? Потому что за последний год мы написали несколько песен для проектов. И это вообще другая история, это очень круто. Ну, типа, это настолько терапевтично, потому что... Типа саундтрек топим. Ну, это было, да, до, но мы сейчас, типа, аналогичную работу делали, там, для игры, для книжки, там, еще что-то. То есть ты подключаешься к чужой истории, ты просто от имени персонажа пишешь. Это абсолютно такой, знаешь, симулятор. Ты, типа, в безопасной среде, ты делаешь все то, что ты умеешь, все то, что ты знаешь, как делается, но это тебя не травмирует, потому что это, ну, как бы, сконструированный мир, сконструированный кем-то даже, типа, ну, что ты подключаешься к чужому миру, даже ты не создаешь свой, тебе не нужно создавать свой на основе, там, каких-то чьих-то задач. А что они уже все придумали, ты просто подключись, дай этому еще музыкальное измерение. Это было очень супер, типа, офигенно, мы целый год этим занимались. И вот у меня подружка спрашивает, я говорю, вот, типа, как фильм написали, вот к этому написали. Она говорит, а из живота что-нибудь написала? А из живота это типа прям изнутра? Да. Я говорю, нет. Типа, нет. Соседский сын в чужой земле разложится на газ, и вверх по газовой трубе поднимется проведать нас. Под твоими видео легко найти комментарии вроде такого. «Спасибо, Айгель, вы начальник моей депрессии». Как ты к этому относишься?
Слушай, это для меня была главная причина, почему я очень долго не выступала и, в принципе, на сцену не собиралась. Потому что я как бы автор, который пишет только из точки боли. Ну, не только из точки боли. У нас есть веселые песни какие-то, вот именно связанные с тем, что там классный биток, можно что-то придумать, но все равно там есть всегда какой-то элемент там истерики, короче, в любом нашем треке. И вот из этой точки, когда ты пишешь, получается у тебя вот это, и ты думаешь, а нафига грузить людей? И вот всю мою юность меня все время звали на какие-то квартирники, я с гитарой выступала, меня зовут, и я говорю, окей, и не иду в последний момент, потому что я чувствую, что я не хочу грузить. И меня вот Илья, наверное, вот систематически, то есть превратив это в систему, выход на сцену вообще в принципе. То есть я раньше прям, супер избегала. Иногда начинала, типа, какой-то проект, немножко повыступаю, сижу, нервничаю, переживаю, что, я могу людям сделать больно, там, как-то вот так вот. Ну, вот мне такое было. И тут из-за того, что меня постоянно вытаскивал на сцену, я постоянно получала какой-то фидбэк, и мне как будто он объяснял, зачем нужны эти живые выступления, я как будто видела подтверждение его словам, у меня изменилось отношение к этому. То есть люди приходят пережить вместе что-то свое и находят, когда ты им артикулируешь то, что они переживают, они находят в этом какой-то, с каким-то катарсисом могут уйти с концерта в итоге. Ну, это просто больше про терапию, чем про веселуху. Да, это терапия в итоге, да. Где тебя застала полномасштабная война? 23 февраля я не могла уснуть до утра, сидела в телефончике. Просто бессонница? Просто бессонница. Буквально там, за полчаса до начала полномасштабного вторжения у меня вырубился телефон, и я легла спать. И я проснулась, чтобы ребенка отвезти в школу, поставила телефон на зарядку, не включился он еще тогда, был выключенный. Я отвела ребенка в школу, думаю, сейчас я вернусь спать, лягу обратно. И возвращаюсь, такая сейчас думаю, телегу проверю и спать. И захожу в телегу, и, и все. Я так лежу, и у меня такое ощущение, что у меня такое ощущение, что я весь следующий год я просто лежала и рыдала на дне моря своих слез, Но если начинать восстанавливать по событиям, что вообще мы делали, мы дофига всего, оказывается, сделали. И я помню, что в этот день я очень, мне так вспомнилось момент, когда тюрьма вошла в нашу жизнь, когда случился суд, и из зала суда забрали моего любимого человека. Я, так сползла, и сначала тут сползла, потом мы, поплакали на 2 лестничных. Там такой подъезд был, как будто какого-то, этих советского дома у этого суда. И я выше этажом плачу, а ниже этажом его брат плачет. И, я ухожу домой, 2:30 я приезжаю домой, в 16:30 мне надо идти ребенка из садика забирать. И у меня есть ровно 2 часа на слезы, поплакать, И я, поплакала, и в 16:30 поехала за ребенком в садик, и весь остаток вечера должна быть адекватной. Потом ребенок засыпает, можно поплакать, утром я адекватно отвожу в садик. такое было тогда. И на протяжении какого-то времени. У тебя есть временной промежуток, в который ты можешь плакать. Все остальное время ты должна быть адекватной. И здесь, тоже ребенок в школе полного дня, до 5 учится. Вечером я вообще адекватная. А весь день я могу плакать. А еще то, что у меня нет работы, которая, ты ходишь в офис на работу, ты можешь просто разлагаться просто на атомы. А еще у нас, я вообще даже про это забыла, потому что это тоже как страшный сон, я забыла. У нас на 26 число, у нас 26 числа был концерт в Новосибирске стоял, который там переносился уже 3 раза, там из-за ковида, из-за чего-то. И нам надо что-то делать. И я, я говорю, я не могу лететь, вообще встать с кровати не могу. А Илья, у него тоже, это для меня такой тоже референс. Я просто развалилась, а он разозлился. И он такой, сыграем этот концерт. Мы,
мы должны объединить людей, нет собраний, у нас нельзя собираться, мы должны собрать, чтобы люди друг друга потрогали, чтобы посмотреть друг другу в глаза, чтобы сказать слова, чтобы заработать денег и отправить их на помощь, чтобы вообще, ну, типа, что мы должны сделать что-то, потому что вот это вот, что мы не должны валяться, короче, как просто там непонятные какие-то аморфные существа, типа, мы должны делать. И вот он как-то меня, как будто в меня немножко засунул своей злостью, засунул в меня немножко энергии, чтобы просто встать и сесть в самолет. И мы полетели в Новосибирск, и весь этот тур мы сделали благотворительным, потому что, типа, у меня, ну, как бы я не могла выйти на сцену, если я буду за деньги играть в концерт, мне нужно было оправдание для себя, что я там делаю на этой сцене, потому что мне было, ну, просто невыносимо играть концерт. Если я понимаю, что я этим что-то как-то помогаю, я как будто понимаю, зачем этот концерт нужен. Ну, и, типа, мы супер устроили похоронный тур, просто это был, как, я не знаю, это была какая-то вот какой-то, знаешь, молитва, короче. Это были какие-то вот коллективные молитвы, и они, конечно, очень помогли, наверное. Ну, типа, я выхожу перед сценой, я рыдала, не могла выйти на сцену. Типа, я говорю, я не могу выходить на сцену. И мне там Илья что-то как-то в проброс он сказал. У нас промоутер, который нас привозил, а это было уже перенос, да, вот, типа, очень много было переносов этого концерта. И, типа, люди уже в зале. А я, типа, вообще в полуобморочном состоянии, типа, я не выйду. И он говорит, типа, у Кирилла, короче, если мы не выходим, у него, миллионный, короче, долг, а у него жена беременная. Ну, типа, что он влетает жестко на деньги, у тебя люди ждут, ты можешь что-то сделать тем, что, сейчас ты выйдешь, а так ты, просто сливаешь вообще все, всех, и ты никому не помогаешь, и просто... Короче, вот я выползаю на сцену, мы играем концерт, и нам потом очень много писали с этого концерта людей, и даже до сих пор пишут люди, которые повторно попадают на наши концерты, потом что-то после наших повторных концертов, в разных странах, были на концерте в Новосибирске, на том концерте, короче, типа, спасибо, что вы, были с нами, короче, в этот, день, что мы были вместе, потому что это было очень страшно по одному переживать. Как и почему ты уехал из России? Нас запретили, и мы поехали. Я правильно понимаю, что вас запретили из-за того, что вы, во-первых, высказались против войны в самом начале? Она началась, у вас в Инстаграме был пост «Stop War». Он остался до сих пор? Да. Вы 9 марта опубликовали заявление. Друзья, на концертах ближайшего тура не будет весело. Мы никогда не считали себя теми, кто развлекает. Наверное, это будут самые мрачные концерты в нашей жизни, но мы считаем, что они нужны. Это будут концерты о мире, концерты молитвы о тех, кто сейчас погибает, прячется в убежищах и потерял родной дом. Мы на них не зарабатываем, мы хотим поддержать тех, кому больно и страшно. Музыка должна звучать, ее задача — лечить и утешать. У нас много друзей в Украине, у нашего концертного менеджера там родители. Мы обо всех них очень переживаем и каждый день держим связь с ними. И дальше вы говорите, что остаетесь в своей стране. Почему вы поддержали Украину? Потому что нельзя нападать на суверенное государство, потому что нельзя людей убивать, потому что там нет этих нацистов, кто там, мы были в Украине, там люди, которые с 1 мая, там у нас концерт должен был быть, или 5 мая стоял концерт, тоже 500 раз перенесенный ковидный перенос. И вот эти люди, знаешь, мне присылают фотографии, как они в коридоре стоят, наша песня, и стою в коридоре, слушаю вашу песню, или там какой-то билетик на наш концерт, который никогда не состоится. Там наша... В коридоре это потому, что между двух стен? Да. И мы смотрели в глаза этим людям, понимаешь? То есть это люди, за которых мы отвечаем как будто. То есть это люди, которых мы видели, там офигенные люди. Мы были в Киеве, мы были в Харькове, мы были в Украине, мы видели, что такое Украина. Мы понимаем, для меня это боль, которая... Это не абстрактная какая-то история. То есть это сейчас тоже я, работая над собой после начала полномасштабного вторжения, анализируя свои реакции, я понимаю, что какие-то войны для меня — это войны из какого-то информационного Из новостей. Из новостей, да, которые я не могу при всем желании, не при всем желании, не было желания сесть и прям очень хорошо подумать, что это за войны такие, потому что это войны, которые я там не была, я этого не видела, вот такое. А здесь это очень личная история, это история
где, ну, вот эти вот города, которые я видела, эти люди, которых я видела, эти люди, которых там я лично знаю. И, конечно, ну, типа, по-человечески получается, типа, что, да, вот мы всего лишь люди, у нас вот так устроено, что то, что тебе, то, что ты видел, тут внезапно ты прозреваешь и начинаешь понимать даже про все остальное, да, что страшное сейчас творится там в мире. Но вот эта вот война, она вот так вот объединила всех людей в этом, ну, в отчаянии, в какой-то... И прозрение. Да, и очень многие, наверное, прозрели по поводу очень много чего. Просто, ну, уже спойлер у нас был, мы в Минске выступали в 21 декабре. В декабре. Да. И там уже, ну, полминска разъехавшись, ну, то есть это вот прям Советский Союз, и ты такой думаешь, блин, нам недолго теперь до этого. Вот. Ну и то есть тебе вот дают, как бы подписываешь договор перед тем, как выйти на сцену, запрещенные сочетания цветов, то есть запрещенные слова, запрещенные как бы, жесты. Ну то есть вот у тебя там бумага запретов. Я такой думаю, блин. Ну я надеялся, что до 24-го мы хотя бы дотянем. Так, секунду. В Минске вы подписывали вот эту бумагу. А песню «Плохой мальчик», написанную про Лукашенко, там можно было играть? А мы играли, по-моему, да. Потому что на татарском и да. белорусские КГБшники не понимают. Да. Окей. Ты когда подписывал, о чем думал? У тебя не было ощущения, что я делаю? Почему я вообще приехал сюда выступать, если мне просто... Слушай, нет, ну когда подписывают, ты уже приехал, это все понятно. Тут уже все понятно. Ты уже как бы вернулся в Советский Союз, из которого я, ну, который травма детства моего. То есть, ну, как бы, я так был рад, что вот, ну, мир открылся, открылись границы, что ты стал частью всего мира, а до этого ощущал себя, ну, в каком-то замкнутом пространстве. Вот. И тут вот опять. И я вижу все признаки, вижу все эти самые, то есть, что спорить с АП потом не будет иметь смысла никакого. Почему соглашались выступать в Минске в декабре 21-го? То есть, когда там, во-первых, уже действительно половина разъехалась, лютые репрессии, а во-вторых, список запретов. Вы сомневались? Ну, я про список запретов не знал, но как бы, ну, я просто уверен в своей аудитории. Люди, которые нас слушают, ну, я знаю, что для них стоит выступать везде, где можно. Везде, где можно? Везде, где дают выступить. Вы выступали до сентября в России? Нет, до лета, потому что в сентябре нас уже запретили 1 сентября. Вы выступали до конца лета, в сентябре вас запретили. Вы поняли, почему? Мы не спросили, почему. Мне было очень интересно, у меня был художественный интерес узнать, ну, типа, как выглядят они, что они говорят, как кабинет. Ну, типа, литературный интерес, короче. Я попросила девчонок сходить, посмотреть и мне рассказать потом. Девчонок-менеджеров? Да. Они сходили в Питере, и вот то, что они рассказали, там чувак младше меня на 3 года, на ласкание пиджака такая зетка, и у него такое, знаешь, такое лицо, вот что-то среднее между бизнес-молодость и лагерь Селигер, короче, вот такой вот типажа чувачок. Ну, я просто, это фотография в интернете, я его просто имя вбила, короче, и типа по фотке посмотрела, что за человек нас запретил. Типа, знаешь, та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, короче, вот. Илья его старше в 2 раза. Типа что это не про разлом поколенческий, вот что я поняла из этого репорта девчонок. Тоже типа вопрос, да, то есть ты думаешь, что вот эти все старики из 20 века, когда уйдут на пенсию, все изменится, а тут такой, короче, да, типа вот так. А потом не в Европе, в Ереване, короче, у нас был концерт, и мы встретились с девчонкой, которая где-то там в каком-то продакшене, она работала, и не помню, на каких-то мероприятиях. В общем, их попросили в связи с что-то проектом по поддержке малых народов, не малых народов, типа народов России, что-то сделать, какой-то движ. И она очень сильно питчила нас. Там была какая-то зум-конференция с кем-то тоже из представителей, то ли с аппаратом президента, то ли с кем, не знаю, кто этим всем занимается, вообще не помню. Просто она рассказывает, типа, что я, говорит, питчу вас,
А женщина на обратном, ну, на другом конце говорит: дальше. Она говорит: ну подождите, ну вот группа, вот они там типа такие, короче, их знают в России, но при этом вот они вот корневые, там, тра-ля-ля. Она такая: дальше. И в какой-то момент, ну, типа, она что-то там, ну, пошла дальше, а у нее мы были центральные группа, которую она предлагала. Может быть, не знаю о том, что нас уже запретили, или не знаю. Но, в общем, на нее потом наехала начальница, говорит: ты в курсе, что это вот она их и запретила, собственно? Ну, типа, что это, ну, просто было очень забавно. И она мне потом показала эту тетеньку, ее анимированную аватарку в WhatsApp. Такое бывает. Я, вообще, ну, про WhatsApp, конечно, это удивительно, сколько там функций, которые... Вот моя мама знает там про все, про эти статусы, что-то. И там анимированная есть аватарка. А она очень красивая женщина, очень такая всегда причепуренная. Ну, не всегда, типа, она рассказывает, что была причепуренная тогда и причепуренная на этой аватарке. Причепуренная — это такая, короче, нарядная, аккуратная, накрашенная, с прической. И она идет в каком-то... что-то типа, не знаю, то ли оперный театр, то ли что, в каком-то таком костюмчике, знаешь, костюмчик, что-то очень напоминающее. Вот эта злая женщина в «Гарри Поттере» же была такая в розовом. Она была достаточно молода и красива, и она шла как-то вот на этой анимированной аватарке, когда по рядам, в таком, знаешь, каком-то розовом костюме, такая красивая, на каблуках. И там было очень много цинизма, короче, в том, как она диалог вела, типа. И я тоже к вопросу о поколенческом разрыве, типа, после вот этих историй я усомнилась в этой своей гипотезе про смену поколений и про то, что надо подождать, вот что. Кто-то из тех, кто будет это смотреть, скажет: так, я не понял или не поняла, а почему ты уехал? Тебе что, тюрьма угрожала? Еще Слушай, что-то? ну нет, ну это родительский инстинкт. То есть первое, что ты хочешь, уберечь от этого ребенка. Все. То есть потом, все остальное потом. От чего уберечь? От того, чем это ему грозит. То есть я не хотел, чтобы он сталкивался с этим советским образом мышления, когда ты не можешь говорить то, что думаешь, что у тебя какой-то зопов язык, что у тебя есть запретные темы. Вот каких-то куча условностей, которые, ну, я не разделяю, а в обществе ты обязан делать. Ну, это вот то, что для меня Советский Союз, вот эта как бы лживость системы вокруг, которая давит. Выяснилось, что это настолько, что мы едем на концерты. У нас были концерты Воронеж, Ростов, Краснодар. И вот мы едем к Ростову, мы начинаем обсуждать, что происходит. Это уже начало лета. И Айгель повышает голос, я поднимаюсь и закрываю дверь в купе. Ну, самолеты не летают, и мы едем на поезде. И я понял, что это у меня абсолютно подсознательное, как бы, ну, вот это вот действие. Я, как бы, ну, я обратил внимание, ну, и думаю, ну, все, привет. Здравствуй, Советский Союз. Вот это вот. Ты как-то был на концерте в Иваново, Да. и на завтраке встретил Эдуарда Артемьева. Да. Ты считаешь его великим композитором? Да. Эдуард Артемьев большую часть своей жизни проработал в Советском Союзе. В месте, где нельзя было говорить то, что ты думаешь, ну, по крайней мере, публично, но ему это не мешало сочинять великую музыку. Ну, я не уверен, что это помогало, но как бы, да. Он родился, ну, как бы, у него не было выбора. Меня что угнетало в Советском Союзе, что у меня нет выбора. То есть вот как бы вот так вот можешь, а если мне не нравится то, что, ну, вот эта вот музыка, и любая другая мне нравится, но она, типа, ее здесь нельзя, она здесь запрещена. Вот. А он как бы родился лет на 50 меня, постарше. И у него, ну, не было других вводных, во-первых, вот это его жизнь, все. Ты в ней, как бы, когда ты в таких ситуациях, ты по-другому развиваешься. У меня в детстве, с детства был повторяющийся сон очень страшный. Это прям вот, ну, там было, кстати, 2 сна вообще жестких. Ну, я сейчас просто понимаю, насколько это просто сейчас в контексте того, что сейчас происходит, это прям капец. Ну, типа, я с раннего возраста видела 2 сна. Первый сон — это кто-то к тебе пытается вломиться в дом. Ну, типа, я как будто забыла запереть дверь. Ночь, я одна ночую, я ребенок.
И я, вспомнив, что я забыла запереть дверь, а уже ночь, ну, типа, это я днем забыла запереть, а уже ночь настала, очень страшно туда идти, запирать ее, вдруг там кто-то есть. И я как будто вот добегаю, а там за дверью кто-то есть, какие-то существа, твари, там, как кто-то, короче, какие-то вот сущности. И я типа не успела запереть до того, как они начинают дергать на себя ручку, и весь этот сон, я занимаюсь тем, что дергаю ручку на себя, а они дергают на себя. И вот я весь сон, а я маленькая, понимаешь, я ребенок в этом сне, я не большой мужик, я не мама, не папа, я ребенок, который вот, а там толпа каких-то существ, которые пытаются ко мне попасть в мой дом. И вот весь сон это вот прям, да, ну, типа, как бы я надрываясь держу эту дверь, потому что это очень тяжело. И вот, ну, вот такой сон, это, ну, мой кошмар, первый кошмар. А второй кошмар называется «Была война». То есть я его так у себя в голове назвала. Это пустынная, типа, короче, знаешь, такая желтая пыльная дорога, такой частокол, такое прям пронзительно голубое небо, и такое, знаешь, вот чуть-чуть легкая такая пыль в воздухе стоит, ужасная жара, прям вот воздух двигается, знаешь, вот такое. И там вообще ничего не происходит в этом сне. Но я вижу эту картинку, я испытываю просто, ну, липкий и страшный, там, до пота ужас, потому что я понимаю, что вот сейчас была война, короче. И типа вот я маленькая, постоянно видела вот эти сны, они в какой-то момент как-то, ну, прекратились, их не было. И сейчас... Ну, я понимаю, что в какой-то момент вот этот первый сон, ну, во-первых, сбылся, то есть оно, правда, она не была, она идет, да, про войну, а во-вторых, ну, типа, что самые мои страшные два страха, да, вот первый сбылся, и второй начал тоже, ну, типа, что у меня началось что-то типа паранойи, то есть я понимаю, что я ничего плохого в своей жизни не сделала, но в какой-то момент в 5 утра ко мне могут вломиться вообще ни с хера какие-то люди, которых, я не знаю, будут трогать мои вещи, будут трогать там мои какие-то, не знаю, ну, то есть вот это вот, ну, страшное очень, что к тебе в дом кто-то может зайти, оно у меня появилось, у нас в Казани было, как в какой-то момент прошли обыски у 7 журналистов казанских. Среди них был преподаватель университета, в котором я училась, и среди них была моя подружка, журналистка, которая брала вообще в моей жизни первое интервью Айсылу Кадырова. И вот к ней, то есть она вообще театральная журналист, она обожает балет, что-то вот про это все пишет. Ну, типа вот, что, ну, я знаю, что это за человек, какой это человек, и вот к ней вламываются в дом, остальных я просто лично не знаю, и типа я могу визуализировать только вот на тех, ну, кого лично знаю, да, и прочувствовать этот кошмар. И вот к ней просто приходят домой, там какие-то проходят обыски, потом там ее что-то отпускают. Ну, типа, что я понимаю, что даже если ко мне бы вломились, там никто бы ничего не нашел и ничего бы никто не сделал, просто был бы вот такой акт. Мы, типа, к тебе входим в дом, потому что мы теперь можем входить к тебе в дом. Но вот этот момент, что я, ну, типа, я не допущу, чтобы кто-то входил в мой дом. Я не... И тогда еще получилось так, что... ну вот да, нас запретили, и весь момент, все это время до запрета у меня была какая-то такая, знаешь, мысль о том, что я должна, типа, зачем я нужна? Я нужна для того, чтобы фиксировать реальность достоверно. То есть моя задача — это достоверно фиксировать то, что происходит. И я понимала, что я имею право фиксировать эту реальность достоверно, только находясь внутри. Ну, потому что, уехав, я ее уже теряю. И вот этот момент, знаешь, вот чем дольше продолжается война, чем больше злодейств совершено, тем сильнее, знаешь, сгущается воздух, тем люди становятся более какими-то, знаешь, вот какими-то, там наступает такая апатия, вот какая-то, ну, то есть ты это все наблюдаешь, ты это можешь как будто бы, ну, вот собрать из каких-то мелочей, которые ты никогда не добудешь из там СМИ, там, из чего-то. Я, в принципе, через СМИ не могу воссоздавать там, ну, как бы реальность там в текстах, например. Ну, типа, если я думаю о том, что это вот моя задача в жизни, да, писать тексты, писать честные, правдивые тексты, то я стараюсь брать из своего опыта. Сидя там, я тешила себя вот этой иллюзией, что я как будто бы сейчас занимаюсь тем, что я нахожусь, ну, как бы вот этот вот градусник, да, типа, что я
вбираю то, что происходит. Я вбираю весь этот ужас, весь этот, всю эту липкую какую-то вот ползучую херню, которая вот пропитана сейчас наша страна, что я должна ею пропитаться, чтобы ее как бы правильно описать. Но я за этот год ничего не смогла написать. То есть это было абсолютно бездарное проведенное время, потому что у меня просто отнялся язык, я ничего не могла описать. Соответственно, получалось, что я там сижу, а мне уже меня душит, короче, я уже дышать не могу. Это настолько было душно, что понимаю, что мне там просто сейчас нечего делать, потому что я, кажется, разучилась писать, я, кажется, не могу делать то, ради чего я тут нахожусь. Меня запретили работать, я не могу. И я не допущу, чтобы моему ребенку насрали в голову на уроках патриотического воспитания. То есть я сама расскажу про страну, которую я очень сильно люблю, своему ребенку лучше проконтролирую, что он об этом узнал. Потому что я не повела ее в 6 класс, когда начался учебный год, потому что вот эти все разговоры о важном начались, вот эти все какие-то... А сейчас там вообще их там учат что-то там дроны запуливать, там еще что-то, там уже веселятся. Какой-то видела ТикТок, может быть, ты видел, в казанской школе, в зале, этом актовом зале школы, включают шамана и заставляют детей, вот так вот вскидывая руку, кричать, петь «Я русский». «Я русский, мне повезло». Короче, женщина, которая руководит процессом, дирижирует, она говорит: «Вы что, говорит, что-то плохо кричите, что, не русские, что ли?» И из зала такие: «Да вообще-то нет». Казанская школа там... а для татарина это большой, это триггер. Это реально триггер. То есть тут нету, проблемы нет в русских. У меня ребенок наполовину русский, вообще нормально. Я люблю русских, я дружу с русскими, но я-то не русская. Мне сказать «я русская» — это очень жестко. И там дети сидят, такие: «Вообще-то нет». Она говорит: «Русские, это россияне». Давайте поем хором. Представляешь, казанская школа. И, нет, я ребенка своего не оставлю. И я как-то это все набралось, накопилось. И у нас получилось, что сформировался зарубежный тур. И я собрала вещи и поняла, что после этого тура я уже вернусь не в Россию. Я вернулась в Турцию. Мы с вами встречаемся в Берлине. Почему мы здесь? Потому что я получила наконец-то визу, которую полгода ждала, сидя в Турции. Пока сидела в Турции, даже забыла, зачем мне сюда, потому что там было так хорошо. Ты вспоминаешь? Да, у меня ребенок, когда началась война, я бросила в день войны чемодан так на пол. Он лежал там почти год на полу, просто лежал, я его пинала, ходила все время. И с самых первых дней войны начались мысли, что надо уезжать. И наша Наташа Подобед, промоутер, которая делала нам концерты европейские, когда еще, до войны, она говорит: может, ты в Берлин переедешь, в Инжебер, немецкое сделаем. А я по телефону мне это говорит. И я такая Лизе говорю, она там за столом сидит на кухне, я говорю: а может быть, в Берлин, говорю, поедем, иди немецкий учи. И она встает и идет учить немецкий в соседнюю комнату, скачивает Duolingo, еще какие-то приложения. Ребенку, тогда на тот момент, 10 с лишним лет, То есть, и она английский ненавидит, ей не нравится, она, не особо любит языки. И тут она внезапно, она хочет, в Германию, она хочет учить немецкий, ей очень нравится. И она: да, мы поедем. Я не знаю, то есть это в голове, она не была никогда, то есть непонятно, почему ей сюда хотелось. А так как я была полностью разрушена как личность, я думаю: так, у нас есть человек, который что-то хочет в этой жизни, будем ориентироваться на него. Это дочка. Она, да, ей хочется. Я думаю: окей. И я начинаю собирать документы на визу таланта, значит. Ты живешь в Черногории? Да. Почему там? Жена ткнула пальцем в небо и попала туда, в город Бар. Я слышал эту историю, что ты говорил, что прям это буквально выглядело пальцем в карту. То есть вы не были там никогда, Нет. Вы не знали, что, как, 0 разведки, просто... Надо куда-то, да. Но до этого у нас шло обсуждение активное с его женой, с ним, с его женой в основном. Мы хотели наконец-то съехаться в одной стране. И мы думали, я думала про Турцию, потому что это... у нас группа «Актив», окей, давай не будем его разрушать. наконец-то мы же И можем, теперь мы оба переезжаем. хотя бы в один город.
И в итоге нет. Ну, типа, я В итоге уехала в в разные Турцию. страны. Он уехал в Черногорию, теперь вообще я в Берлине. Короче, не Но получилось. нам не мешает Теперь это, уже в даже общем, по разным работать, странам как мы сидим. обычно. Твоя старшая дочь долгое время работает на НТВ. Да. Где именно? Ну, в какой-то из вечерних программ вот этих ужасных. Новостных. Я не знаю, ну, то есть я никогда не видел этой передачи, я не смотрел ни разу, потому что я вообще был против, чтобы она шла туда работать, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, все-таки это, ну, технологичная профессия. Что она делает? Она дизайн какой-то делает, ну, то есть что-то, что как бы обрамляет, вот что, я не знаю, место встречи. Вроде она там работала. Я не знаю, что это за передача, и как бы, и, ну, и знать не хочу. Кажется, это передача, где Норкин работает. Ну, вот эту фамилию, да, я слышал от нее, да, что он был ее начальником. Но я не знаю, она существует сейчас вообще? То есть последний раз это- она вот это называла. Да, это Норкин. Ну, Дизайн, я так понимаю, это как бы оформлять там, титрами и прочими вещами. В том ну числе... там какие-то фоновые картинки, да. Американцы уже у наших границ. Или украинцы запускают радиоактивных комаров в сторону Ну, России. наверное, да, я поэтому и не смотрел. То есть я абсолютно искренне говорю, что я не посмотрел ни одной передачи, на которой она работала, потому что, ну, я не могу смотреть НТВ. Это выше моих сил. Никакое. По сути, она работает на пропаганду, из-за которой ты уехал из России. Ну, можно и так сказать, наверное. Я не советовал ей идти туда вообще работать. Это было, ну, то есть там давно, когда она туда, там, не знаю, лет 6, 5, 7, я не помню, когда она пошла туда на работу. Я тогда был против, потому что все уже мои друзья, которые поработали на НТВ, говорили, что не надо туда ходить вообще. Там и Кирилл Иванов работал, и, не знаю, и Рома Супер, по-моему, работал, и Лошак уже оттуда ушел, и как бы, ну, то есть, и все вот, ну, как бы уходили оттуда не с легким сердцем. Но это разрушительная работа, я не знаю, в принципе, как это можно вывозить. Вот на некоторые люди могут. На ваши отношения это не влияет? Нет. Ну, в смысле, она же моя дочь, как это может повлиять? Я не считаю, что она занимается плохим делом, если ты об этом. У нас нет никакого диссонанса. Но ей не повезло, она не может уйти оттуда, не хочет уходить, потому что, ну, она не найдет, наверное, такую работу, похожую, но только нормальную, потому что, по-моему, все телевидение, оно вот, ну, вот из этого состоит. Слушай, я сейчас не хочу как бы никого обвинять и бить в моральный камертон, ни в коем случае. Но просто к одному прибавляя один. Тебе не кажется, что это замкнутый круг? Что вот из-за такого компромисса, из-за того, что типа вот работу больше нигде не найти, ну, собственно, такой кошмар и случился. И это если глобально говорить, а если на частностях, из-за вот такого компромисса ты в России больше не живешь. У кого компромисс случился? Ну, в данном случае, ну, ты просто объясняешь, говоришь, что дочь просто другую работу не найдет. И она же все равно каждый день должна соприкасаться с людоедами, которые объясняют большому количеству людей, почему бомбить Украину — это хорошо. Я понимаю, что она этого не делает, но она просто там жмет на кнопки, когда это происходит. И, судя по твоим словам, она неплохой человек. Да. Вот. Но вот как раз из-за готовности неплохих людей нажимать на кнопки в людоедских программах у нас есть столько людей, для которых нормально, что бомбят Украину, а там, те люди, которые против этого, отправляются в тюрьму или в эмиграцию. Не знаю, такая логика, наверное, тоже возможна. Ну, ты хороший отец. Хороший вопрос. Да, я считаю себя, ну, как бы, да, я делаю все, что могу. Честно делаю все, что могу. То есть то, что ей досталось такое телевидение, в этом скорее, да, скорее моя вина.
Наша с тобой. Моя? Ну да, ты же работал на телевидении, ты знаешь, как это все устроено. Как ты это допустил? Не только эту вину беру на себя. У меня еще много других вин, это правда. У трека офигенно. Интересная история создания. Здорово, офигенно, офигенно, здорово, офигенно, офигенно, здорово, офигенно, офигенно. Ты трек офигенно написала из-за переписки с чуваком по интернету. Это вообще история просто офигенная. Есть такой чувак Дэйв Ситик. Это музыкальный продюсер, очень крутой. И, значит, такая история. Но я об этом не знала, потому что я никаких музыкальных продюсеров не знаю и, в принципе, музыку не слушаю. У нас за это отвечает Илья. Он меломан, он слышал все на свете. И, значит, я придумываю песню, «На нашей стороне» называется. Очень красивая песня. И когда я придумываю песню, там разные есть у меня способы, но один из способов такой, что я придумываю, у меня уже в голове есть какой-то ритм, есть примерная мелодия, и мне нужно демку Илье послать. И я могу либо его заставить мне накидывать, сделать болванку биточка, чтобы я туда начитала, а могу просто вбить слово «минуса» где-нибудь ВКонтакте, это самое удобное место, на самом деле, потому что там куча всякой херни, помимо того, что выходит на стримингах, можно найти. И можно найти то, что тебе нужно. И ты ищешь, ты если, более-менее понимаешь в композиторском деле, в общем, есть несколько последовательностей аккордов, которые универсальны. В электронной музыке обычно это 1 аккорд, 2, 3, 4 — это уже в сторону поп, выше — это уже эстрада и суперсложное музло, которое, скорее всего, не даст тебе эффекта, короче. То есть люди любят... вообще 1 аккорд — это идеально, короче. Поэтому очень много музыки, на которую ты можешь положить любую песню. Это очень удобно. И ты начинаешь просто листать минуса, прям потоком у тебя, короче, куча минусов, начинаешь листать то, что тебе подходит, искать. То, на что ты можешь положить примерно песню, чтобы Илье послать болванку. И у меня было так... Илья в этот момент фанатела от группы Run the Jewels. Это, короче, рэперы, которых прям у нас, по-моему, все наши ранние интервью, там слово Run the Jewels звучит, потому что он именно тогда, когда мы еще давали интервью, мы потом закрылись, он про вот эту группу говорил все время. И он мне как раз в тот момент прислал минуса, которые были изданы отдельно, без голоса, этой группой. И я там что-то пыталась начитать туда-сюда, как-то прикидывала, короче. И вдруг я натыкаюсь на трек, который просто, знаешь, такое ощущение, что для меня его придумали, для вот этой песни. Он прям как влитой, он так офигенно звучит, оно так офигенно сочетается. Я, короче, на него кладу песню, а этот трек — это не Run the Jewels, а это ремикс на Run the Jewels Дэйва Ситика. И этот минус тоже отдельно, оказывается, как-то выходил, хотя на самом деле там на этом треке такой жесткий рэпчик, короче, то есть там вообще не разглядеть даже эту музыку, если слушаешь сам трек. А я тут услышала только минус, и он был очень красивый. И я, короче, придумала, значит, отправляю Илье. Илья обычно снимает минус, на который я написала, и придумывает новую музыку. Потом я перепеваю заново уже на музыку, которую он придумал. Тут он снимает минус, короче, перепридумывает музыку, и у меня все разваливается. Я говорю, нет, это невозможно. Надо вот это добавить, вот это добавить. А мы как бы уже забыли про этот трек, мы его уже, не слушаем, не переслушиваем же. Обычно он снимается, и все. И мы как бы занимаемся придумыванием. И, значит, я начинаю добавлять элементы, которые мне нужны. И в результате мы видим, что минус похож. Там прям есть цитаты из этого трека, которые Дэйв Ситик сделал этот минус. Прям там есть прям кусочек, который мы прям оставили, потому что он прям очень классно заходил, и мы не стали его перепридумывать, потому что это очень красиво было. И это было идеально. И я говорю, слушай, надо ему писать, короче, давай ему напишем и закредитуем, в кредитс его добавим, короче. И я начинаю его искать, и я не помню, то ли я ему написала, он не ответил, то ли что. Мы его не нашли, а у нас уже релиз, сейчас будет.
ну, типа, вот релиз, мы просто его поставили и доделывали трек уже под релиз, и там надо было его выпускать. Дай знак мне, если ты на нашей стороне, на нашей стороне, на нашей стороне. Дай знак мне, если ты на нашей стороне, на нашей стороне, на нашей стороне. Он выходит, и к нам в комменты приходит этот Дэйв Ситик, которого я... может быть, я его все-таки нашла, и он таким образом к нам пришел. Но я типа не помню, но, в общем, он приходит в комменты, и я такая: Илья, вот он, короче, пришел, прикинь. Я ему пишу, типа: чувак, вот такая история, спасибо. А там еще у меня это же песня вокальная очень на нашей стороне. А у него на этом треке типа рэп лежит, который просто перекрывает полностью трек. А тут, мне кажется, не дается раз. и что там типа, что это абсолютно, он стал источником какого-то чуда, короче, что чудо произошло благодаря его типа вот треку. Я типа: чувак, короче, можно мы тебя типа добавим в кредит, вот такая была история, вот так вот мы тебе респектуем. А он, оказывается, типа как-то о нас там что-то еще узнал, где-то о нас слышал. Короче, мы с ним переходим в телегу. Немножко еще что-то чуть-чуть переписываемся. Он типа: да, классно, типа добавляйте. Мы, короче, его добавляем в кредит, типа спасибо Дэйву Ситику там за что-то там за inspiration, короче, такое. Через какое-то время у меня развод. Я вот так лежу, ночь, темнота. В смысле, ты с парнем расстаешься? Да. Я типа одна в комнате, просто на дне депрессухи, короче. И мне приходит сообщение... даже не так, мы не добавились в телегу, мы в Инстаграме... короче, я не помню. Мы не переписывались лично с ним. Мы переписались от имени группы, там что-то обсудили, все. И тут мне присылает он сообщение, короче. Типа: что, как дела? Там вот так вот, короче, мне пишет. И мы начинаем переписываться. Я лежу, прикинь, вот набережные Челны, опять же, вот эти вот холодно, темно, моя жизнь разрушена. Все, короче, ну, типа, конец. Кромешная тьма, ночь, значит. И мы с ним переписываемся, а у него день, он живет в Лос-Анджелесе или где-то там в Техасе. Ну, в общем, он сидит на ранчо, которое находится в этом... Ну, там какие-то прерии, кактус, мне фотки шлет все время, прерии, кактус, огромный костер. У него как бы часто живут, как в резиденции, музыканты, когда пишут альбомы, ну типа, что они находятся в процессе написания, там же живут. И мы с ним начинаем, короче, общаться, и там жарко, светло, день, вот эта студия моей мечты, где дофига синтов, проводов, это все такое, ну типа, это мой рай. Вот, если бы меня спросили, как выглядит рай, это вот это. А я нахожусь вот здесь, на другом конце земного шара, вот ровно, вот день и ночь, короче. И я, типа, сочиняю про эту песню, там, там дословно, вот эта история, прям история этой переписки, как мы переписываемся. И, типа, вот, засыпая навсегда в своей кромешной ночи, смотря не мигая на моего солнца идеальные лучи. И, типа, вот это, типа, как это мы, короче, с ним разговариваем. Засыпая навсегда в своей кромешной ночи, смотри, не мигая на моего солнца идеальные лучи. В другом конце света на волшебном ранчо я пишу трек от какого ты захочешь воскреснуть, чтоб вздохнуть разок еще. Офигенно, получается офигенно, офигенно, получается офигенно. И там в переписке вообще удивительно тоже обнаруживается вещь, что, во-первых, он был... это группа TV on the Radio, очень крутая группа, это любимая группа нашего дизайнера. Он вообще супер мощный, он работал со всеми какими-то как это называется-то? Мастодонтами, да, музыки, короче, вообще офигенными. И он работал, у него, оказывается, лучшая подружка, это вокалистка Yes, есть группа такая, у них есть офигенный клип Sacrilege, один из моих любимых. Вот он продюсировал ей альбом, они прям супер друзья. А потом мне еще даже в какой-то момент написал, что он сказал Massive Attack, типа, не хотите ли вы фитануть вот с этой, типа, прекрасной леди, которая вот так вот поет? И они, как-то он так это сформулировал на английском, я потом пошла гуглить, что это значит, потому что это какой-то вот... это ответ был: почему бы и нет? И он, типа, такой мне присылает, типа, если что. А ты в Челнах? Это в Челнах, да, я в Челнах. И ты написала трек офигенно по мотивам этой переписки. Да. То есть наш, типа, Дэйв Ситик стал крестным отцом двух наших песен классных. В 2020 году вы срезонировали клипом на песню You Are Born.
Клип, который вышел через 2 дня после того, как Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президента России в рамках новой Конституции. У вас выходит клип, в котором некий политик окунается в прорубь Да. и вылезает оттуда обнуленным, молодым. Я правильно понимаю, что это совпадение? Да. И не вы авторы этой концепции? Это Анджей, да. Расскажи, как это было? Ну, причем там можно было прям день в день. Мы просто не успели там что-то докрасить или титры приклеить. Такие, один день пропустили. Он мог вообще день в день выйти. А Анджей, он работал уже с нами на клип на песню «Буш-Баш». Он называется «1190». Он типа сделал из него такой фильм. Это второе видео у нас на канале. И хотел еще с нами поработать, и у него было несколько идей, он где-то там полгода об меня обтачивал вот какие-то свои задумки. И вот в итоге он такую идею вот придумал. То есть это все начиналось с того, что он предложил, что давай купание в проруби снимем красиво. Чтобы это было красиво, со всеми вот этими вот крестами на солнце, вырезанными изо льда. Короче, он увидел, он мне прислал когда фотографии, говорит, смотри, как это может выглядеть. Ну, то есть вот это вот солнце во всем этом отражается. Все это будет красиво. Ну, то есть я говорю, давай. Вот. И он вот потихоньку, говорит, обтачивал эту идею, смотрел, а потом понял, что нужно нарратив вставить вот как бы вот в эти образы. И предложил вот такую идею, и как бы, ну, там стало понятно, что вот она. Мы там участвовали только на... Илья с ним постоянно созванивался, Гавриш ему рассказывал идеи. Единственное, в чем моя роль была в этом всем, это когда случилось обнуление президента, мы должны были в этот день выпустить клип, но мы по срокам немножко опаздывали. И вот я говорила, ребята, смотрите, что получается, да давайте скорее выпускать, смотрите, какая повесточка, удивительно, как это так все совпало. Они говорят, сейчас, подожди. Ну, короче, по-моему, через 2 дня, что ли, он вышел, через день. Вот. Ну, типа, я не участвовала, и я очень респектую Гавришу, он просто супер чувак. Ты ходила голосовать по поправкам? Да, я ходила. Автобус возле моего дома. Вот эти голосования, на чем только не голосовали. Какой-то автобус, короче, стоял. Там на стульчике голосовала. Как? Ну, против как. Слушай, а получается же, что автор идеи режиссер, но в некотором смысле Айгел же присваивает себе это высказывание. Ну, то есть это да, то есть там он получил серебряных каннских львов. Это, конечно, это Анджея награда. И там нас нету. Но мы друг другу помогли. Сколько бюджет этого клипа? Выглядит это прям очень дорого. Слушай, они просили не называть эту цифру. Мне, в принципе, по барабану. Я никогда не умею эти цифры скрывать. Ну, там около 5 миллионов. Это были деньги группы? Нет, ты что, у нас таких денег не было никогда. А чьи это были деньги? Анджей нашел. Он... Там есть? Он привлек, он нашел бюджет. Он такой, не спрашивайте, там, он умеет это делать. А там есть реклама в клипе? Ну, там есть небольшая интеграция, там водка в конце. Я несколько раз проматывал, чтобы посмотреть название, но это не видно. Да? Да, то есть там, виден логотип какой-то, что-то, какая-то круглая водка Слушай, он говорил, что там есть небольшая интеграция, но она, если есть, то она небольшая. А может, ее даже нету. Я не вдавался в подробности, финансовые меня не интересовало, раз он на себя все это взял и все сделал, окей. А если бы он эти деньги взял у российского государства, как бы ты отреагировал? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, что нет, но в принципе... Я знаю, что нет. В смысле? Что он не брал его у российского государства. Такой вопрос, а, собственно, зачем деньги в государстве нужны, если их не потратить на что-то хорошее?
У вас уже после начала войны было выступление на фестивале «Экзит» в Только Сербии. что, буквально совсем недавно, да. Ну, просто русская группа на международном фестивале, это после начала войны, это довольно... Это был не первый фестиваль наш. После Уже. начала войны? Да. А где вы еще были? Мы прошлым летом проехали тур по Европе. Да, в Словакии был небольшой, но фестиваль как бы мы Похода, очень крутой, большой, огромный. почувствовали. А мы, кстати, вот там мы были единственная группа, потому что на «Экзите» русских групп, российских групп Было было 3. да. А на «Походе» мы Спасибо, были одни. плохо и мы. И это было прям жестко. Спасибо, плохо. Да, И Айгел. да. Вот. А в Словакии мы были единственная группа, и это было гораздо ближе к началу войны. То есть сейчас как-то еще люди там начинают уже, там, не знаю, как-то более-менее как будто переварили, пытаются жить дальше, а тогда это был очень острый момент. То есть мы поехали, это первые полгода, да, после начала У нас войны. Гоголь Борделло играет гимн Украины А это на уже- соседней сцене. Нет, это Болгария уже была. И нам говорят, начинайте. А, прикинь, да, короче, Болгария, Мы такие, фестиваль. давайте мы Как подождем. называется фестиваль? Не помню я. Короче, Болгария фестиваль. Мы играли на 2 фестивалях. И там тоже, кстати, тоже мы единственная группа, но он был поменьше, этот фестиваль Болгарии. И на соседней сцене, мы играем на сцене, ну, типа там такие 2 сцены, одна чуть-чуть поменьше, другая, типа, как главная, но они очень близко друг к другу, поэтому группа играет по очереди, типа, не одновременно. И перед нами играет Гоголь Борделло. Там вот этот весь, ну, вот там все, там флаги, там вот это вот. И они очень жестко стараются следовать таймингу. И у нас там выступление что-то заявлено на 10, что ли. Мы играем сразу после Гоголя Борделло, значит. И ровно в наш тайминг они там что-то завершать, как будто должны, ну, типа, завершать, и нам говорят, начинайте. И мы слышим, что там играет гимн Украины на той сцене. Ну, типа, они завершают гимном Украины. А нам говорят, давайте, давайте. Я говорю, вы реально? Я сейчас должна пойти поперек гимна Украины, из России группа приехала начать играть, типа, сет. Они такие, ну да, ну давайте подождем. Вы дождались? Ну, конечно, дождались. То есть это просто... Но это было очень тяжело, потому что я вообще не человек, который разговаривать умеет со сцены. А мне нужно было говорить. И я понимаю, что там сейчас... Вот у каждого человека, который находится в зале, ну, не у каждого, да, но у многих, какая-то страшная история, да. То есть там много украинцев, там много людей, которые пережили какой-то ад. И я должна сейчас так сказать, чтобы никого не обидеть, ну, при том, что я не хочу никого обидеть, я хочу говорить какие-то, ну, слова поддержки, но я понимаю, что все триггерит, каждое слово триггерит, что ты бы что ни сказал, ты все равно кого-то можешь ранить. И это прям очень... А тем более ты на английском еще. У меня еще английский, блин, я его со школы не вспоминала. То есть я пыталась там что-то по-английски говорить. Ну, это очень тяжело, короче. Это было тяжело, но нас очень сильно поддерживали. Это прям... Сколько... Ну, все выступления, которые были на фестивалях, все-таки, когда концерт, это другое. Это же сольник, там приходит на тебя по-любому. Ну да. А с фестиваля это вопрос. И у нас все фестивали были офигенно, очень теплые. То есть там была очень большая поддержка. Как вы делите деньги? Пополам, Пополам. Все, что заработано, 50 на 50. да? Насколько вы подготовлены к эмиграции финансово? Так, ну, к эмиграции я ждала визу в Турции. К эмиграции в Турции я была подготовлена... Ну, то есть я понимала, что я там с голоду не помру. Ребенок у меня ходил там в школу, там даже за которую какие-то деньги я платила. Я знала, что там будет нормально. Но мы сейчас в Берлине. И я напряглась, потому что я не знаю, сколько я зарабатываю, и не могу посчитать. И я не понимаю, насколько я в опасности финансовой, насколько я тут выживу, в общем. Потому что это город гораздо дороже, чем где мы жили в Турции. Снимать квартиру, ты прикидывала, сколько здесь будет? Типа 1500 Очень евро. дорого. Ну, типа, да. Для тебя это серьезные деньги? Да. Ну, у нас, понимаешь, с начала войны мы потеряли половину стриминга. Мы потеряли концерты в России, а у нас 85% аудитории в России. То есть у нас появились другие проекты, конечно, они компенсируют, да, то есть мы немножко как-то перефокусировались. То есть у нас есть проекты, над которыми мы работаем, которые не требуют... То есть это не концерты, и как будто стриминг немножко, да, по-другому стал, типа как будто он пересобрался чуть-чуть, что там... Ну, мы не потеряли 85% стриминга, мы там потеряли сколько, я даже не знаю. Стало меньше, но не... Ну, меньше, но не супер прям заметно. У нас аудитория просто часть переехала, ну и пользуется европейским, Ну, короче, доходы снизились. американским. Никакой уверенности в будущем нет. Завтрашнем дне нету. И бизнесов других нет. Ну, у меня есть... То есть я, может быть, вообще впервые в жизни напряглась.
по финансовому поводу, потому что я всегда была уверена, что я любую работу, ну, никогда в жизни, что у меня не будет, короче, проблем с деньгами. То есть я настолько умею найти работу, найти выход и как бы разрулить, что сейчас у меня вот впервые я такое чувствую, блин, какой-то такой, типа раз, и типа тут выложил, там выложил, и может получиться так, что нету ближайших каких-то там мероприятий, на которых мы можем типа заработать какие-то деньги, а вот они уже закончились. То есть появился такой маленький... Нервяк. Чуть-чуть, да. Но в Черногории чуть полегче, да, все-таки, чем, Ну, по ценам, да. чем Берлин. Потом мы купили квартиру, нам не надо платить за жилье. Мы мобилизовали Сколько все стоит возможности. квартира в Черногории? Мы купили за 40, За 40 тысяч евро? да. Они умудрились. Вот в тот момент, когда я тупила, когда я не могла понять, куда мы переезжаем, Лена нашла. Лена в итоге, типа, пошла ты нафиг, короче, задолбала, и она поехала и просто купила квартиру. Потому что мы хотели куда-то вместе, и я не купила. Я не купила тогда, когда могла, типа, когда мы еще... Сколько это метров? 40. Ну, там, типа, 1000 метров. Ты много лет работал на радио. Нет, я не много лет работала на радио. Я всю жизнь работала в озвучке, а на радио я приходила периодически работать. Потом мне надоедало, я уходила. Потом мне надоедало дома работать, я приходила, и как-то вот так. Ты помнишь свою первую озвучку? Я помню, что я на сайте freelance.ru зарегистрировалась. Нет, я зарегистрировалась давно, и я занималась копирайтингом очень долго. То есть я была копирайтер такой вообще мощный, долго. Давай объясним, кто не понимает. Копирайтер пишет тексты. Ну, любые тексты, да, вообще любые. И в какой-то момент... Я даже не помню, на самом деле, я не помню, в какой момент я поняла, что я как будто могу заниматься озвучкой. Но когда там, появился какой-то заказ, типа, нужно озвучить телефонное приветствие, что-то такое. И я такая, я же могу такое, наверное, сделать. И я как-то там его озвучила в микрофон от компьютера, что-то такое, типа, попыталась. Меня не взяли. И вот если честно, я сейчас не могу вспомнить, как так вышло, что вот раз, короче, и я в озвучке, и у меня прям, поток, и я у микрофона. Я очень долго озвучивала, причем, да, у меня как-то вот тоже из-за того, что не было среды, все очень как-то через там одно место у меня формировалось. Короче, у меня очень долго я работала на Zoom, H4n называется. Короче, это рекордер, полевой. Мне какой-то из друзей сказал, что он офигенно, типа, пишет голос. Я его купила для пения, потому что я музыку всегда записывала. И записывала раньше в диктофон от вот такого MP3-плеера Samsung, короче. Там был режимный диктофон, я туда записывала голос тихонько, пока никто не слышит. И потом собирала, придумывала музыку, собирала в программе. И вот у меня была такая музыка. В какой-то момент мне, типа, чувак говорит, слушай, купи вот это, короче, вот это очень классно пишет. Оно, типа, прям классно пишет. Я купила, и голос записывала, и вокальный, и типа озвучный вот в этот Zoom. И я прям его так любила, а еще он портативный, он сам в себя пишет. И я уезжала, допустим, на зимовку в Таиланд и брала его с собой, вообще в любое место я уезжала, типа брала его с собой, озвучивала. И там очень много мемчиков из сообщества озвучников, как они озвучивают в полевых условиях свои ролики. Типа там какой-то ролик, там, знаешь, у меня друг есть, у него такой бархатный мужской голос, короче. Мы с ним по бартеру работали всю жизнь. Мы с ним как-то познакомились и договорились, что давай так, мы друг другу озвучиваем, помогаем и никогда не говорим про деньги. То есть вот ты мне, я тебе, мы не считаем, короче. И мы вот так вот очень долго работали. Он еще и звукач, типа, он мне собирал иногда ролики, иногда мне давал мужской голос, когда мне был нужен. И вот, типа, он как-то тусит в сообществе звукачей, все время мне фотки присылают. Как там в кровати, под одеялом, в трусах, ты бархатным баритоном озвучиваешь какую-нибудь там офигенную рекламу. У меня была первая моя супердорогая, для меня по тем временам реклама, она стоила $2000 на какой-то международной уже площадке, когда я вышла на международной площадке. И я ее записывала в Zoom, в Набережных Челнах, из говна и палок собранной студии. Там мы с моим парнем там строчили, шили какие-то шторы, там пампушки. Тут трамвайная линия, это окраина Челнов. Это такой... Просто, такая, знаешь, обстановка. Zoom — это, не микрофон, а мне надо было сессию проводить через
какую-то там специальную... Нет, я не в Zoom озвучила, именно тогда я взяла микрофон, потому что мне нужно было в режиме реального времени через специальную программу с ними вести, короче, эту запись. Они должны были ее на своей стороне забрать и сразу сохранить. Типа я не писала себе, я писала им, типа через океан, где они там сидели. И это была реклама... Что-то типа «Далее Divine, Givenchy», короче. Должна была какую-то строчку прям из 5 слов сказать за эти $2000. Да, по-русски. Каким-то таким нежным голосом. И вот этот везде, вот этот ужасный срач нашей действительности, короче, как грязь. У меня стоянка, короче, перед носом. Я на первом этаже, вот эти какие-то решетки. Я вот в этой, ну, как бы, мне кажется, им даже в голову вообще не могло прийти, как это выглядит. И вот это вот новый аромат, типа там Givenchy, типа что-то такое. И вот это типа была моя первая, мой первый большой прям гонорар за озвучку. И вот он был сделан в таких вот условиях. И типа вот так вот я работала очень долго. И в принципе, с тех пор на самом деле не сильно все изменилось. Я немножко все-таки вложилась в какой-то момент, построила себе дома кабинку. Я не могу работать со звукачами, не могу ходить на студию, я могу только дома все делать сама с собой. Поэтому, куда я не въезжаю, я много приезжаю, я сразу строю студию. А это делается просто уголок можно? Ну, я типа построила прям такую типа кладовочку. На самом деле это все неправильно, потому что когда разговариваешь с людьми, которые работают с голосом и хотят, чтобы все было офигенно, они объясняют, что там студии нужна вот такая стена, вот столько вот так. Тут, короче, на потолке должно быть расстояние. Ну, типа это все... Мне просто чувак, который умеет это делать, приходил ко мне в гости и рассказывал, как в моих условиях более-менее нормально сделать. И там прям, типа, надо 2 потолка, между ними должен быть воздух. Ну, типа, там вообще такое все сложно. Я раньше просто пампушки вешала из строительного магазина, потом купила все-таки эти треугольничные, потом оказалось, что вообще эти пампушки это, такое, типа, что на самом деле есть намного более классные элементы, которыми можно оббивать студию. Ну вот я, строила, и вот у меня была нормальная студия. Наконец-то я построила нормальную студию, и я уехала из России, и опять мы в Турции, мы писали какую-то озвучку, и мне нашли какие-то, короче, строительные вот эти фигни, и мы с толпой друзей брали пододеяльники, я такая сижу, почему опять жизнь у меня вот такая? Сшивали, короче, делали, простегивали, чтобы вот эти вот пампушки, которые мы нашли, звукопоглощающие, чтобы они, в одну кучу не сваливались, чтобы у них было расстояние, мы прошивали пододеяльники и вешали их на, вот комнату, короче, глушили. И я висела, я месяц озвучила очень длинный текст с вот этими кучей разных пододеяльников, короче, висят, там закрыты все окна, очень темно, потому что все заглушено. И это ужасно выглядит, и вот ты так живешь, потому что ты опять в полевых условиях, у тебя опять нет студии, ты опять где-то, короче, едешь. Это все подряд, там какие-то презентации, остановки. Ты озвучила остановки? Да. В Челнах? Это был заказ не из Челнов, но получилось так, что Челны, Нижнекамск, Казань, на русском, татарском, английском. И все звучало твоим голосом? Я озвучивала очередь в Акбарсбанке электронную. Но это было очень давно, это было на заре моей карьеры. Я через 10 лет зашла в Акбарсбанк, потому что у меня там просто нет карточки, незачем было туда заходить. Послушала, там уже была не я. Наверное, перезаписала. Самая классная про фен эта история. Да, я когда-то давным-давно, не фен, короче, какую-то фигню. Выпрямитель для волос, там какая-то Да, какая-то, плойка. короче, какое-то устройство. Это что-то связано с каким-то массаж лица, что ли, что-то такое, не помню. А может быть, это какой-то фен. Это не важно. Не помню. В общем, когда-то много лет назад мне поступил заказ на озвучку инструкции а-ля там, типа промо плюс инструкция к этой фигне. Я ее, значит, озвучила, забыла, естественно, благополучно. Через много лет я эту фигню покупаю. Или мне ее дарят, я не помню. Короче, она у меня появляется, я не понимаю, что с ней делать. Я лезу в YouTube, и вылезает озвучка моя собственная. Я сама себе объясняю, что с этой херней делать. И, короче, сижу, слушаю, потому что, конечно же, не помню, потому что я это прочитала, забыла.
И там у меня было такое, что у меня была карточка «Пионер», когда еще это все работало, американская вот эта вот система платежная. И я озвучила голосовое приветствие, озвучивала для «Пионера» голосовое приветствие на русском языке. А там вот это вот длинное, которое все ненавидят, голосовое приветствие, нажмите вот это, нажмите то, вот когда ты звоню, значит, и слушаю себя, я хочу себя убить. Такая типа. Но это все, это на самом деле я это обожаю, это очень расслабляет, это прям медитация, озвучивать, там, собирать, монтировать, я люблю. Какой порядок цен на озвучку? Порядок цен? Ну, сколько это может стоить? Какой гонорар можно за это получать? Ну, сейчас я же уже озвучиваю как артист, и это уже, ну, разные бывают, на самом деле. Гонорар, ну, там до $500 000 может доходить стоимость голоса. А раньше я озвучивала, это же был поток, я анонимный голос была. Начиналась там с 400 рублей за что-то типа 15 секунд, примерно вот такая цена была, типа 15 секунд у тебя реклама стоит. Почему я очень любила рекламу? Потому что, ну, мне нравятся маленькие озвучки, ну, это совершенно несопоставимо получается ценник, потому что чем больше количество, тем меньше денег. Ну, потом он, типа, как-то ценник рос, там, потом 1000 за 15 секунд. Но это прям не скоро. Типа, я много лет озвучивала 400 рублей 15 секунд. И ко мне изредка приходят мои старые заказчики. Ну, я просто всех растеряла, когда проект начал концертировать, я постоянно начала подводить. То есть у меня постоянно были люди, с которыми я постоянно работала. И тут получается, что раз я слилась, два я слилась. И постепенно я их всех растеряла. И когда начался ковид, я такая, блин, ну типа сижу, концертов нет, а никто не пишет, потому что я всех растеряла. И я восстанавливала эту базу, но уже восстанавливала международно, потому что в какой-то момент, у меня был сложный период жизни, как раз это эпоха первого альбома, мне надо было очень много денег на адвокатов, короче, собирать моему чуваку, и я работала вообще 24 часа в сутки, то есть я бесконечно работала, я тогда вышла на международный рынок, ну, типа мне надо было что-то делать, зарабатывать. А у тебя есть свой мастер-дент? Что такое мастер-дент? Ну, самая запоминающаяся озвучка. Давай сейчас тест. Мастер-дент, сеть стоматологий, номер наш един. Кто помнит номер? 274. Я такой не 10 знаю. 01. Это питерская тема какая-то? Мне кажется, она всесоюзная. Нет, я это не помню. Ну, у нас есть знаменитая реклама, мы очень сильно не хотели светиться, что это мы, но... И мы даже, по-моему, договаривались конкретно, даже, может быть, мы подписывались, что они нас не упоминают, и в первую же секунду, когда эта реклама вышла, нас начали бомбить в директе хэштегами, короче, что это мы. И я пишу в чатик, вы охренели, вы же обещали. Она говорит, мы ничего никому не говорили. Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то. Знаешь такую рекламу? Райффайзенбанка. Это ты? Да, это мы. Офигеть. Веган может есть масло. Нет. Растительное. Я с молоком пьем. Я просто не помню лепешку без яйца. Если честно, не очень. делать? Я с тобой делала 100-500. Как британцы, да? Да. Это скорее они Так, вот этот не веганский. Да. Это, А я хочу попробовать веганский, потому что я никогда в жизни не а ела можно пополам веганский. разломать, если слишком большой, или это не очень красиво? Подожди, когда я принесу какие-то... У нас нет как у итальянцев, что пасту нельзя... То есть кто-то готов, а говорит, Как будешь? хочешь, так и ешь. Нет, я хочу попробовать веганский, вот такой. Очень вкусно. Веганский ешь? Да, я пробую веганский. Как изменились вы и как изменились там, ваши отношения, ваше представление о самоидентификации после начала полномасштабной войны России в Украине? Ну, для меня отношения с языком начали меняться не тогда, а после моей миграции в Берлин 8,5 лет назад. И, наверное, причиной этому стал взгляд со стороны на себя и на свою историю, семью, отношения с языком, потому что пока я жила в Казани, и сейчас, например, наша история, конечно, с Булатом очень отличается, но пока я жила в Казани, мне стыдно было говорить на татарском языке, и дома мы говорили наполовину на татарском, наполовину на русском, с мамой мы говорили на русском,
В школе только на русском, в университете только на русском. И, собственно, до школы я не ходила в садик, и я в семье говорила только на татарском. Но когда я пошла в школу, выучив русский, я вдруг узнала то, что по-татарски говорить неприлично, это не такой классный язык, как русский, он стыдный, стрёмный, деревенский, и почему-то деревня тоже ассоциировалась с чем-то недостаточно хорошим по сравнению с городским, русским, великим языком великой русской культуры и литературы. И поэтому, даже когда я начала писать в довольно раннем возрасте, там 8-10 лет, это было сразу же на русском языке, даже не задумываясь. То есть никогда не задумывалась, почему я пишу не на своем родном. И только когда я переехала в Берлин, постепенно на этом расстоянии я начала осознавать то, и задаваться этим вопросом, почему я всегда писала не на родном языке и говорю постоянно не на родном языке. Мои друзья из Беларуси рассказывали, что до 2020 года очень мало людей было, которые говорили на белорусском в Беларуси, прям совсем мало. И если вот кто-то слышал белорусский язык, особенно в школе, от подростков или от детей, то прям на них смотрели и говорили, что это деревенщина. И они говорили, и только в 2020-2021 году мы поняли, что это не деревенщина, а люди, которые хранили наши традиции. Это похожая история на вашу? Слушай, ну это не просто люди, которые на татарском говорили, но даже мои одноклассницы, одноклассники, которые говорили на русском языке с татарским акцентом, это уже деревенщина. И поэтому, например, я избавилась от своего татарского акцента, чтобы не быть деревенщиной, а быть русской. То есть, по сути, я выдавливала свою культуру для того, чтобы не быть тем, кого порицали. Нет. И главное, что когда ты идешь в школу, это те годы, когда важны вот эти иерархии, классный, не классный, крутой, не крутой. И тогда это Популярный очень или нет? Да, это очень четко прослеживалось. Но я знаю, что это Казань, и в других городах, и тем более в деревнях, естественно, все совсем по-другому. В деревнях были школы татарскоязычные, в Казани почти не было. А тебе комфортнее говорить на татарском? Да, потому что русский я использую не часто, на самом деле. В повседневной речи, в повседневном общении я использую татарский на процентов, наверное, 80. То есть, ну, в работе английский я использую здесь, в Германии. Но в общении с кругом друзей, в общении с родными и так далее, татарский, на самом деле. А сколько ты здесь живешь? Здесь я живу уже 2 года с лишним. И вот, общаюсь я с девушкой своей здесь, она тоже татарка, и онлайн общаюсь со своими подписчиками. Твой родной татарский, а из двух неродных английский и русский, на каком тебе удобнее говорить? На английском, потому что я его чаще всего использую уже в течение 2 лет. То есть русский у тебя сейчас третий язык, по сути? Ну да. Потому что изначально твой вопрос был, как наши отношения поменялись с татарским после начала войны, он масштабный. Но, по сути, я думаю, для нас многих отношения с татарским было до войны очень важным. Оно было очень глубоко в душе, и мы этим давно горели и т.д. и т.п. Но поменялось очень сильно отношение людей вокруг нас. То, что вот это наше внутреннее, наш активизм, то, что мы делаем, оно стало важнее для других. А сейчас тема империализма, тема деколонизации, да, тема в целом русского мира, да и восприятие других этнических групп в этом русском мире, оно очень сильно изменилось. И поэтому и внимание людей со стороны на нас больше, и мы чувствуем себя более видимыми, я не знаю, в какой-то степени. У тебя вышел альбом полностью на татарском. Почему ты решила его записать? Слушай, мы вот с тобой разговаривали с ребятами, с чуваками, с татарами. Мне после интервью, после там встречи с тобой, один из чуваков говорит, я какой-то слушал подкаст с нами, где меня спросили, зачем я его написала, потому что это было по горячим следам, сейчас я уже не могу сказать, зачем и почему. И я там говорю, что потому что мне, захотелось на родном языке написать альбом. Мне не за то, что захотелось даже на родном языке, но песни получались. Там, на самом деле, было какое-то количество песен на татарском, мы их соединили в альбом, там еще что-то было дописано. Получился альбом. И он говорит, меня, так это поразило, что это не было political statement, что это не было высказывание, что-то, понимаешь, что это было просто я татарка, на татарском хочу песни петь. И мне, говорит, это так понравилось. Это какая-то парень легкость. сказал, что ему понравилось. Да, что ему понравилось. Это, он мне дает вот этот фидбэк, что оказывается, вот так можно, чтобы не каждое твое какое-то из-за того, что он просто языковой активист, постоянно сталкивается с какими-то такими темами жесткими и взаимодействует с людьми, с другими народами, которые там
там этот процесс деколонизации, ну, все такое, типа у него, он как бы он активист, у него все стейтмент. Он не свободный художник, который просто чем дышит, о том и пишет. Вот. И для него в этом была какая-то, типа, какой-то дополнительный, удивительный прикол для него, что типа, а можно просто так, что ли? Да, ну просто так вот, я просто записала, потому что вот были песни на татарском, хотелось записать. Почему в 2017 году татарский отменили обязательно? Изначально, если вы спрашиваете о причине, то родительницы собрались, и они решили написать письмо Путину. Здравствуйте, Путин, я не хочу, чтобы мои дети учили татарский язык, отмените его, пожалуйста. И Путин сказал, хорошо, я отменю преподавание татарского языка в Татарстане как обязательно. И очень интересно посмотреть заявление Рустама Минниханова на тот момент, как они прогрессировали. Потому что вначале, когда только эти родительницы написали письмо, он сказал, нет, Татарстан, татарский язык мы не отменяем, нет, нет, нет. И дальше по прогрессии это уходило на тот момент, когда Путин надавил, да, и Рустаму Минниханову пришлось сказать, ну да, наверное, мы все-таки сделаем его факультативным. И еще хочется отметить, что среди этих родительниц были не только русские, это были также татарки. Да, это были татары, которые русскоязычные татары, которые решили как бы, да, привести этот закон. Но это была маленькая группа людей, это не было большинством абсолютно, да, это была просто какая-то активная группа людей русскоязычных из Татарстана. Я думаю, что если центру что-то нужно, они всегда найдут людей, Да. которые очень сильно просят. Нет, это понятно. Валентина Терешкова просит переписать Конституцию, да. Как вы думаете, почему Путин так сделал? Ну, потому что Татарстан... Это страховка от сепаратизма? Да, мне кажется, что это, да, этот страх того, что если у народа есть язык, он может что-то там придумать себе. Много говорим о том, что те, кто не владеет татарским языком, не имеют возможности его изучить из-за отмены татарского языка в 2017 году. Но для меня лично, я думаю, наибольшая проблема в том, что просто нет из-за этого закона отсутствует инфраструктура для татароязычных людей, которые родились в татароязычной семье, которые хотят, чтобы их дети пошли в татароязычный садик, учились в татароязычной школе, пошли в университет, получили татароязычное образование и нашли работу, владея татарским хорошо, и использовали его. То есть имели полноценную жизнь на татарском языке. Просто это отсутствует. Я, в том числе, например, все время жила и не задумывалась, и не задавалась вопросами, почему мне там в детстве, например, нравилось то, что я славянской больше внешности, то, что меня за русскую могут принять, то, что... Нравилось? Да, мне казалось, что класс, yes, типа. Реально, в детстве мы ходили с подругой Машей, у нее темные волосы, у нее внешность такая, что ее принимали за татар. Когда мы говорили мы Динара и Маша, ее принимали за Динару, меня за Машу, и внутренне было ликование у меня. Но это просто потому, что я жила в таком дискурсе, никогда не задавалась вопросом, почему и так далее. То есть это все как бы огромные слои того, в чем мы живем. У тебя что-то такое было в детстве? Или в юности? Вот у меня все прошло. То есть я поняла, насколько это оказывается большой подарок родиться в каком-то правильном месте, в правильное время, ну, типа на своей земле, на родной. То есть я родилась в Татарстане, в Набережных Челнах, ходила в татарскую школу, в татарский садик, была татаркой, были вокруг и русские тоже, потом я пошла в школу уже русскоязычную, и у меня не было никаких связанных с моей татарскостью травм, вот именно травм типа дискриминации по крови, да, ну вот этой вот, ну что ты стрёмный только потому, что ты вот такой крови. С чем люди ехали в Москву, там говоря, ну типа пряча, что они татары, меняя имена на русские, типа вот это все меня вообще не коснулось. И когда у нас вышли татарский, какой-то татарин вышел, и было много фидбэка от татар, которые такие, блин, а что можно говорить, что ты татарин, петь на татарском, ну типа, что это огромное количество людей в Татарстане, ну, огромное количество татар, которые вообще нормально. Ну, типа, у меня не было вообще проблем с этим никогда. Я не думала, что я какую-то вскрываю проблему. Но есть, оказывается, огромное количество людей, для которых это было прям какая-то отдушина, что на моем языке поют, и никто не говорит, что это какие-то вот тут из аула, типа, запели, а что, типа, прикольно, люди танцуют.
Ну, это какая-то вот валидация, короче, тебя, как вот человека внезапно происходит, а хотя ты всю жизнь думал, что ты какой-то стрёмный, просто потому что у тебя кровь такая. И это типа с детства, прикинь, это вот в детстве тебе вот это закидывается. Ты маленький, ты в школу пошел, допустим, в русскую, и ты типа смуглый, короче, или имя у тебя татарское. И тебе что-то прям вот сказали такое, и это касается не того, что ты можешь изменить. И все, и ты с этим живешь. А у меня такого не было, поэтому у меня не было никогда стыда, и поэтому я с удивлением, с ужасом вот это все эти истории начала слушать, поняла, то есть заново прожила, ну, типа, у меня есть в семье люди, которые также уезжали в Россию, и типа там меняли себе, ну, там имена, там и так далее. Но я в Россию, в смысле, за пределы Татарстана? Да, я так говорю, прости. Но типа не потому, что я считаю Татарстан другим государством, а просто так понятней. Ну, Я просто уточнил. Да, ну типа что, потому что в Татарстане все по-татарстански, а в России все по-российски. И там как бы уже... Ну типа у меня, допустим, есть сестра далекая, родня там какая-то четвероюродная, что ли. Она светленькая, а у нее сестренка смугленькая. И у нас тоже так было. У меня светлые были волосы в детстве, ну не светлые, русые. И ее мама все время вот эту как бы тему педалировала, вот, ну типа, что вот как бы везет быть светленькой, хорошо быть светленькой, типа вообще не похожа на татарку, ну какие-то вот такие вещи. То есть они откуда-то произрастали, они где-то вот эти вот вещи, ну, существовали, и это прям очень было... Ну, для меня это было, короче, жестко это все узнать. У меня был очень милый момент, потому что я был в декабре в Ташкенте, и у меня много людей, которые из-за меня начинают учить татарский, и это люди разных поколений, иногда это татары, иногда не татары. Но я был на ярмарке, мне написали девочки в Инстаграме, можно к вам подойти, сказать «Здравствуйте», они подошли, начали на татарском со мной говорить, девочки 15 лет, они татарки из Ташкента. Но они были со своей мамой. И татарский они только начинали учить, то есть у них был базовый такой conversation, и они перешли на английский. Они не перешли на русский со мной, они перешли со мной на английский после того, как им не хватило их вокабуляра татарского, продолжили со мной разговор. И рядом была их мама, я решил сказать, типа, «Исямиса, здравствуйте» их маме. И она очень нарочито мне сказала «Здравствуйте». И я татарского не знаю. И это было очень интересно с социальной точки зрения, да, с социально-лингвистической, то, как мама разделяет себя, ну, какое у нее есть видение татарского, то, что, скорее всего, она знает, как сказать «Исямиса, здравствуйте», это очень базовая фраза. И то, как эти 15-летние девочки даже не говорят на русском со мной, а говорят на английском, потому что им не хватает татарского. Есть тот концепт, про который я начала говорить, что русский по отношению к татарскому колониальный. В смысле, что это язык, ну, почему, я думаю, девочки перешли не на русский, хотя они, очевидно, его знали. Ну, или там, почему там, россияне, живущие сейчас в большом количестве в Грузии, некоторые говорят на английском, хотя понятно, что они проще говорят на русском, потому что по отношению к грузинской культуре и грузинскому языку, по отношению к татарскому языку, русский язык имеет колониальную драматичную историю. Английский по отношению к татарскому, по отношению к грузинскому нейтрален, потому что между ними нет истории колониальных отношений. В смысле, английский тоже колониальный язык, но по отношению к другим языкам и культурам, а не по отношению к татарскому и другим постсоветским. По этой же причине некоторые сейчас переходят на латиницу в татарском языке. И несмотря на то, что латиница как бы для языка не естественна в плане того, что она всего 9 лет, это был алфавит татарского языка, но так как на латиницу гораздо проще перейти, чем на арабицу, на арабскую вязь, и не хочется оставаться именно из-за вот этого отпечатка колонизации в кириллице, то это тоже такой жест выхода из колониального дискурса. Татарский, кстати, очень хорошо заменяет английский в плане коротковизны слов, такой, знаешь, взрывной
вот такой дискотечности. То есть ты можешь на татарском... То есть на русском очень сложно написать дискотечный трек, потому что пока ты это слово скажешь, уже у тебя там песня закончится. Ну, типа длинные слова, длинные конструкции такие всякие. А татарский, он такой очень емкий, он на английский похож в этом смысле. Ну, самое известное проявление такого взрывной дискотечности — это же алтын татарки. Да, вот, ну, послушай, как это звучит. Очень Просто разрывно. Вот-вот. Что произошло в 1552 году? Захват Казани Иваном Грозным. Жестокий захват. В Татарстане есть просто два, мне кажется, способа говорить об этой дате, и они не спорят между собой. Здесь должна быть, мне кажется, врезка и клип «Усал». Я хотел спросить, Усал — это татарский рэпер, который поет в том числе про это. Да, Но у него есть прекрасная песня, да. «Он Бишелейка» в новом альбоме. Прекрасная. Про этот год. Не совсем. Это, в принципе, про потерю... ну, да, это название этой песни, этот год, но, тем не менее, весь трек, он о потере постепенной татарского языка, татарской идентичности, культуры. И как бы потеря как последствие колонизации, захвата, репрессий. В какой стране живет Усал? В Татарстане. Он по-прежнему в России? Нет, ну, по-моему, пока разрешено татарам горевать об этой дате. Нет, запретили выходить День памяти да, запретили митинг, то есть, который проводился каждый год. 15 октября, День памяти. Это запретили, да? Просто в 90-х годах это был большой митинг в центре Казани. И с каждым годом вот, с забиранием суверенитета он все уменьшался. И в этом году им не разрешили делать митинг, они разрешили просто почтить память и прочесть намаз в честь этого дня. Да. Но в целом, почему эта дата так важна? Потому что у татар до этого времени была очень сильная городская культура. И в целом Казань была таким центром огромным. И после взятия Казани все мужское население было вырезано, и татарам долгое время запрещали жить в центре Казани и в целом городах. И им не разрешалось жить вдоль рек, не разрешалось только селиться в отдалении, не разрешалось заниматься купеческим делом, что было для них естественно. И поэтому вся городская культура, она ушла в сильный упадок. Татары пробовали строить мечети, но их разрушали постоянно. А потом Екатерина Великая все-таки разрешила строить мечети не деревянные, а каменные. И городская культура начала возвращаться, но в целом это был огромный спад в целом для татар. И поэтому в 90-х годах, когда Татарстан получил тот самый суверенитет, у татар появилось пространство, чтобы поговорить об этом, выйти на митинг, вспомнить это, да, потому что Хайтыр-Кыны приводится как День памяти. Вспомнить об этом и как бы почтить память. Это не день, чтобы сказать русским, вот вы нас захватили, как у нас все плохо. Это просто день вспомнить те грустные времена, которые были у наших предков. Вот я просто отрефлексировала наш разговор там с ребятами. У меня сейчас вот типа в окружении очень много же русских из Татарстана. Ну, не сейчас, всегда было. Но я никогда их не спрашивала. Я спросила своего друга насчет того, вот времена в 90-е годы, когда был у нас расцвет суверенитета, и мы так сильно все были рады. Ну, тогда я была маленькая, но потом радовалась о том, что были такие времена, да, и, в принципе, всегда была гордость за то, что у нас очень как бы независимый субъект, который вот может так, может сяк, мы можем сами, можем решать какие-то свои вопросы, что мы вот такие. Это было очень круто ощущать свою вот какую-то такую самостоятельность свою, вот, что вот это вот регион, вот, где федерализм, это вот Татарстан, короче, ну, так было. И я это чувствовала как гордость. Но в 90-е это же было очень такое много всплесков таких движений ярких, каких-то радикальных, которые... Ну, на самом деле у нас вот, как бы мы все татары, они как бы татарам, которые вокруг меня были, тоже не особо им нравились. То есть были маргинальные какие-то радикальные движения, которых, ну, типа, людей там было немного, они просто были очень громкие. И мне мой друг говорит, мне мама вот дала вот эту мысль в голову, вселила в самом там, в детстве, что меня убьют.
меня, ну, если там вот типа националисты восторжествуют, меня убьют, короче. То есть, что у русских, оказывается, в Татарстане... Павел Чиков рассказывал про то же самое. Да, и что у них был момент вот этого какого-то ужаса, а я думала, что все у нас офигенно. Ну, типа, что... И вот здесь вот я понимаю вот этот момент, что я, будучи титульной нацией в Татарстане, я не видела совершенно проблем людей, ну, как не видела, я тогда просто маленькая была, сейчас анализирую, что я думала, что вообще у нас все всегда было классно, но у нас на самом деле все достаточно классно все-таки, ну, надо признать, у нас очень, как бы, мирный регион, у нас очень классно устроено, ну, сосуществование народов. Но вот этот вот момент, что я просто, будучи в привилегированном положении, не отследила вот этого, не задалась вопросом, не спросила впервые вчера, а как тебе было тогда, вот это русский? И он мне сказал про этот животный ужас. Я такая, нифига себе, ну типа я вот, будучи как бы маленьким народом внутри России, я как бы могу вот с этой оптики смотреть, да, с позиции маленького народа и вот большого народа, который не видит этих проблем. То есть очень часто есть, когда, ну, ведутся какие-то дискуссии, связанные там с потерей языка и культуры в Татарстане, очень часто есть русские, которые вбрасывают в комменты, ну, типа, что, ну, знаешь, вот это а-ля, да никто геев не притесняет, да никто этих, да это вообще нормально живем. Ну, типа, что, ну, как бы, когда ты находишься в господствующем положении, тебе кажется, что вообще все нормально. Ты, типа, не можешь посмотреть. И я как будто вот внезапно увидела в себе вот, ну, вот это тоже, что оказывается, когда у меня все нормально, как бы я ни старалась чувствовать как бы все, ну, про всех, я прям какие-то вещи, вообще для меня слепое пятно просто там. Чувствовать все про всех? Да. Как вы относитесь к идее независимого Татарстана? Я недавно с мужем обсуждала, что он спросил меня, могу ли я себе представить, при каких обстоятельствах я бы вернулась в Россию. Я сказала, что я не вернулась бы в Россию, я вернулась бы в независимый Татарстан. Мне кажется, то, что, ну, мы разные люди, у нас могут быть разные мнения, но у нас есть какие-то аспекты, в которых, мне кажется, мы согласны. Это мы бы хотели, чтобы Татарстан мог сам решать свою языковую политику, обязательность изучения татарского в школах, использование татарского как официального в сфере политики, экономики, в общественной сфере, в сфере культуры. Потом хотелось бы, чтобы Татарстан использовал ресурсы Татарстана для Татарстана, а не для Москвы. И чтобы у Татарстана были полномочия не развязывать и не вступать в преступные войны с суверенными государствами. И я, конечно, не политолог, я не знаю, возможно ли это только если Татарстан будет суверенным государством, либо это возможно в виде федеративной республики настоящей. Но мне кажется, особенно такие пункты, как внешняя политика, это все скорее указывает на суверенное государство. Но очень часто, когда говорят о независимости Татарстана, я слышу такие аргументы, а что делать тем русским, половине Татарстана, которые этнически русские, и если Татарстан станет независимым, все перейдут на татарский язык, а эти люди будут дискриминированы. Но я в таких случаях всегда вспоминаю пример Казахстана, который уже 30 лет независимый, и тем не менее Марсель говорит на русском, и все мои знакомые из Казахстана говорят на русском. И на казахском. Но суть в том, что русский не был дискриминирован, не был утерян и до сих пор сохранился. Ну, мне кажется, что Татарстан уже принял это решение в 92-м, и это принимали не только татары, а все и русские. 61%. Или 62% даже. Поэтому надо понимать, в смысле, когда мы говорим про татар как меньшинство, татары давно перестали быть меньшинством внутри Татарстана. Так это история про независимое государство или это история про регион нормально работающей федерации с полномочиями? Ну, то есть вариант Каталонии.
Смотри, мне кажется... О чем мы говорим сейчас? Мне кажется, что та фаза историческая, на которой мы сейчас находимся, вот на этом пространстве, не на этом, а там, где наш Татарстан, что сейчас разговор о суверенитете, не о суверенитете, а о независимости Татарстана, о независимом государстве, это равно разговор о чуть ли не геноциде татарского народа, потому что мы в анклаве, мы внутри России находимся, и Россия не готова отпускать Татарстан на какое-то конфедеративное положение, там а-ля прекрасное сосуществование стран в Евросоюзе, например, да, вот как они все общаются друг с другом, равноправные, все языки уважаются. У нас сейчас просто мы не на том уровне развития просто находимся, на котором независимость Татарстана безопасно можно обсуждать для Татарстана. Когда люди говорят о независимости, о мечте о независимости Татарстана, никто не говорит о гражданской войне, никто не говорит о том, чтобы воевать за это, проливать кровь за это. Мне кажется, все говорят о том, чтобы просто наш язык и нашу культуру и нашу свободу использовать ресурсы, которые находятся в республике, и нашу свободу использовать налоги, которые приходят в республику, на развитие нашего региона. То есть я, вообще-то я, конечно, политолог по образованию, но я не специалист, и я понимаю, что это очень сложный вопрос. И я считаю, что нам сейчас, в данный момент, наша дорога, наши должны быть чаяния направлены на нормальный федерализм. Вот сейчас вот это как будто бы не сейчас, а когда вот закончатся эти люди, которые сейчас управляют страной России, и придут немного другие, мне кажется, что можно говорить о федерализме нормальном. И в рамках нормального федерализма все вот эти вот цели, которые, не цели, все мечты, которые есть у татарских активистов, можно воплотить в жизнь, мне так кажется. Ты про другое сказала. Я насчет использования ресурсов и насчет языковой политики, я думаю, что это возможно в виде федеративной республики. Я не знаю, если мы находимся в составе государства, которое нападает на другое государство, можем ли мы от этого... Думаю, подразумевается, что если это нормально работающая федерация, то она и на соседей не нападает. Тогда, пожалуйста. И финальное. В чем сила? Слушай, очень смешно. Мы, я же не знаю, что ты будешь спрашивать на интервью. Единственный вопрос, который ты всем задаешь, это в чем сила? Я говорю, Илья, о чем ты сказал, Юрию, когда он спросил бы, в чем сила? Я говорю, сказала в эмпатии. Он такой, нифига себе, а он бы тоже сказал в эмпатии. Причем мне как-то там что-то как раз про эту эмпатию, мы там с ним что-то переписывались, обсуждали, и он мне про это сказал. И мы такие, вау, нифига себе, если бы мы об этом не поговорили, это было бы просто бинго, не сговариваясь, мы бы сказали это слово. Но сейчас, так как мы уже с ним поговорили, уже неинтересно это слово просто говорить. Вот, и я не знаю, честность. Честность, давай будет честность тогда, если он сказал эмпатия. Если он не сказал, пусть будет эмпатия. И финальное. В чем сила? В эмпатии. Развернуть? Я понял, что вот это для меня движущая сила искусства. Это вот тот маркер, по которому я определяю, что это искусство или нет, в этом есть сердце или нет. Оно должно выражать сочувствие, сострадание. Это переживание от одного человека к другому человеку, которое передается посредством какой-то коммуникации с помощью музыки, философии, театра, балета, кино, с помощью искусства какого-то. Вот. И вот искусство это или холодное расчетливое говно, оно определяется вот этим вот.